Ну что ж, в этом году уже на этапе сбора вопросов подключился Общероссийский народный фронт. Нет никаких сомнений, что все обращения будут обработаны, они не останутся без ответа. На это у активистов ОНФ есть целый год. Ну а самые яркие, интересные и актуальные вопросы прозвучат сегодня в нашем эфире. Вчера утром написала на сайт «Москва Путину» вопрос, что не платит зарплату, а уже вечером она пришла. Многие проблемы, в общем, решались даже превентивно, но сколько нерешенных. А самое главное, мы все теперь живем в совершенно другом мире, и, конечно, людей волнуют не только социальные вопросы. Да и вообще, когда, как не сейчас, за 2 недели до Нового года подводить, собственно, итоги года. Декабрь всегда у нас традиционно богат на события. На прошлой неделе, Владимир Владимирович, вы объявили о своем решении баллотироваться на должность президента. В этой связи вопрос, какие задачи внутри страны и за рубежом для вас главные? Я говорил об этом уже много раз, но не грех и повториться. Для такой страны, как Россия, существование, ее просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует, и в котором существовала 1000 лет. Поэтому главное – это укрепление суверенитета. Но это очень широкое понятие. Укрепление суверенитета внешнего, так скажем, это значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Это укрепление общественного суверенитета. Имеется в виду обеспечение, безусловное обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма, ну и, наконец, это обеспечение безопасности в сфере и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета. Мне думается, здесь, вот прямо сейчас, отвечая на ваш вопрос, нет необходимости раскрывать все эти направления, но уверен, что аудитория здесь находящаяся, да и вся страна прекрасно понимает, что без этого существовать Россия не сможет. Но финансово-экономический, технологический суверенитет – это будущее каждой страны, включая Россию. Так что вот это основные, если концептуально сказать, направления. Вот как раз про экономику. Очень многие в мире ведь удивлены, что российская экономика не рухнула под давлением вот этих так называемых наших бывших партнеров. Но ведь не скрывается ими цель, что нас нужно додавить, придавить, прямо такими словами вот они говорят. Какой вообще у российской экономики запас прочности? Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. И этот запас прочности, мы же тоже много раз об этом говорили, но, повторю, обеспечен несколькими составляющими. Первое, это самое главное, это высокая консолидация российского общества. Второе, это устойчивость финансово-экономической системы страны. Как оказалось, это было удивлением для наших так называемых партнеров, если по-честному, для многих из нас, что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности и устойчивости в финансах и экономике. Ну и третье, безусловно, это возрастание возможностей нашей силовой составляющей армии и органов безопасности. Владимир Владимирович, ну а если говорить об экономических показателях, вот конкретных, чем можно гордиться? Да, знаете, я, как это обычно делаю, я принес с собой табличку, ничего здесь такого нет, того, чего мы, наверное, не знаем. Да, вчера, по-моему, министр финансов некоторые цифры озвучил. Самый главный показатель роста экономики, рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, а там у нас было, по-моему, 2,1%. Если в этом году будет плюс 3,5%, то значит отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед. К сожалению, у нас подросла инфляция, это так, где-то к концу года ожидается 7,5, ну, чуть, может быть, больше, к 8%. Но Центральный банк, правительство принимают необходимые меры
Мы можем еще об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают. И исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям. Затем промышленное производство растет, уверенно, 3,6%. Но что особенно радует, это растет обрабатывающая промышленность. 7,5% будет по году. У нас давно такого не было. Давно не было такого. Но вот что особенно настраивает на такой позитивный лад, это 10% рост инвестиций в основной капитал. Что это означает? То есть сегодня у нас рост в промышленности, ВВП очевидный. Плюс 10% в основной капитал на инвестиции. О чем говорит? О том, что гарантированно будет устойчивое развитие на среднесрочную перспективу. Деньги вкладывают, производство будет расширяться, рабочие места будут создаваться. О безработице я еще скажу. Прибыль предприятия составила плюс 24%. Я уже не говорю про банки, у них там, значит, они заработают по 3 триллиона рублей, свыше 3 триллионов. Конечно, я знаю, и в этой аудитории, и в целом в стране скажут, ну вот банки жируют и так далее. Это все понятно. Но те люди, которые хранят деньги на счетах российских банков, вот для них это приятная новость. Устойчивость российской финансовой системы банковской. Значит, теперь реальная зарплата вырастет на где-то около 8% будет. Это за вычетом инфляции. Я понимаю, что не у всех будет так. Но в среднем по стране это статистика точная. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих, а где-то под 5% будет. Уровень безработицы, о чем я упомянул. Совсем недавно мы гордились тем, что у нас исторический минимум был 3%. Вот вчера мы с коллегами готовились к сегодняшней нашей встрече, к сегодняшнему разговору, уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики. Ну, когда я говорил про повышение реальных доходов, надо упомянуть, конечно, что с 1 января у нас будет МРОТ повышен сразу на 18%. Мы не часто это делали. Значит, государственный внешний долг сокращается. Тоже говорит и о макроэкономической стабильности, и финансовой стабильности. Госдолг сократился с 46 до 32 миллиардов долларов. И частный внешний долг также сократился. Наши компании исправно возвращают все кредиты, взятые в иностранных финансовых учреждениях, с 337 миллиардов долларов до 297. То есть погашение идет ритмично, часто даже с опережением графика. Ну и такой интегрированный социальный показатель. У нас по социальным вопросам наверняка будет много сегодня тем, но все-таки есть такой интегрированный показатель. Рост продолжительности жизни. То, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Вот смотрите, динамика какая. 2021 год. Продолжительность жизни в России 70,06. 22 год 72,73%. А вот в 2023 ожидается 74 года. Все-таки это показатель того, как в целом на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики. На днях мы награждали героев России, и мы затем видели, как вы говорили, ребят надо беречь, но делать. Вот уже почти 2 года наша страна живет в условиях специальной военной операции, и вопросов от граждан к нам на передачу по этому поводу, конечно, шквал. Я просто некоторые буквально зачитаю. Как вы эти 2 года оцениваете? Какова ситуация сейчас? Какова динамика? Цели и задачи операции, они те же, что и поначалу, или уже нет? И, конечно, самое главное, когда будет мир? Ну, мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, о которых вы сказали. Теперь вернемся к этим целям. Они не меняются.
Вот я напомню, о чем мы тогда говорили. О денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Вот смотрите, что происходит с точки зрения денацификации. Вот в ходе переговорного процесса, который имел определенный этап после подготовки проекта возможного соглашения, о чем недавно официальные лица в Киеве упоминали, в целом они не соглашались с тем, что нужна какая-то денацификация, и говорили о том, что никакой фашизации, значит, роста вот таких настроений нет. Ну как же нет? Когда национальный герой, известный не просто националист, а нацист Бандера, возведен в ранг национального героя. Как же нет? А когда значит, руководитель сегодняшней администрации киевской на глазах у всего мира, стоя, аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в Холокосте, в уничтожении 1,5 миллиона евреев на Украине, русских и поляков, стоя аплодирует. Это чего, не проявление нацизма, что ли? Поэтому вопрос денацификации, он актуальный. Правда, тогда в ходе процесса переговорного нам так, в общем, было сказано, нашим переговорщикам, что в принципе не исключает возможности принятия каких-то законодательных актов на Украине. Но это было тогда, в ходе переговоров в Стамбуле. Теперь, что касается демилитаризации. Ну, не хотят договариваться, ну что ж, мы тогда вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Но сегодня Украина почти ничего уже не производит. Ну, пытаются что-то там еще сохранить. Но почти ничего не происходит. Все привозят, извините за моветон, ну, на халяву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться. И, судя по всему, так и заканчивается помаленьку. Но дело даже не в этом. Я думаю, будут еще давать. Но уничтожение происходит. Я сейчас не буду там вспоминать эти цифры по самолетам, по системам ПВО. Ну вот дали им сколько мы обещали. 400 танков, там 420, 430. Ну дали. Кстати, все дали, что обещали. Все, что обещали западники, все Украина получила. Даже больше. Но мы уничтожили, только начиная с так называемого контрнаступления, 747 танков. Это данные на вчерашний вечер. Значит, 2000, почти что 2300 бронемашин различного класса. Вот это и есть демилитаризация. Или мы договоримся, а мы это демилитаризация, согласуем определенные параметры. А, кстати говоря, в ходе переговоров в Стамбуле мы их согласовали. Просто потом это выбросили в печку, эти договоренности. Ну, это же мы согласовали. Есть и другие возможности или договориться, или решить силовым путем. Мы вот к этому и будем стремиться. Вопрос короткий, но волнующий очень многих. Будет ли вторая волна мобилизации? Я понимаю, что он такой чувствительный вопрос. Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек. Кстати говоря, вот поначалу было много иронии, всяких смешков на этот счет. Прилепили название такое к этим людям, мобики. Я прекрасно все это помню. Отлично воюют, ребята. Просто отлично. 14 героев Российской Федерации из числа мобилизованных. 14 героев России. Я уже не говорю про другие медали, ордена другого достоинства. Значит, ну, сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий, ну, в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники, потому что среди них много хороших специалистов оказалось. И люди очень востребованы. 41, по-моему, тысяча уволены в связи с достижением предельного возраста по здоровью и так далее. Вот. Вот после этого мы начали достаточно широкую кампанию по привлечению людей на добровольной основе к заключению контрактов с вооруженными силами. И планировали к концу года набрать, по-моему, 412, ну, 400 тысяч с небольшим.
Вот на вчерашний вечер мне доложили, набрано 486 тысяч. И поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается. 1500 ежедневно по всей стране. Так что вместе с добровольцами, просто это условное деление, контракт подписывают на 2-3 года, так называемые добровольцы, хотя все, по сути, герои и воины Отечества, но у них просто там на год, на более короткий срок. Но все вместе будет под 500 000 человек вот до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизация? Поэтому на сегодняшний день никакой необходимости в этом нет. Мы видим, что сегодня... Дмитрий Сергеевич, Если отдадим вам позволите, слово. все-таки я напомню, у нас совмещенный формат, у нас и прямая линия, и пресс-конференция. Поэтому давайте мы начнем общение президента. Одну секундочку, простите, пожалуйста. У Простите. нас, видите, у нас демократия. Скажите, Да. тем не менее, чего вы Давайте хотите? мы... Нет, Дмитрий Сергеевич, Да, давайте. пожалуйста. Дайте микрофон, пожалуйста. Журналисты такой народ. Здравствуйте, Хорошо. меня зовут Людмила Колиева, я представляю Северную Осетию, 15-й регион. Владимир Владимирович, Северная Осетия всегда защищала интересы нашей страны. Это и Сааплиев, и Хаджимар Мамсуров, великие полководцы и герои Советского Союза, проявившие себя в Великой Отечественную войну. И сейчас интересы Северной Осетии, то есть интересы России, также продолжает защищать представители и жители Северной и Южной Осетии, да и всего Северного Кавказа. Что хочу сказать, вот в том числе вот много добровольцев. Вот у нас, допустим, в Северной Осетии 2 добровольческих отряда, это «Шторм Осетия» и «Алания». Сегодня для военнослужащих, которые служат по контракту, есть и разработано много льгот и разных мер поддержки. Смогут ли на них рассчитывать и добровольцы? Спасибо. Да. Я извиняюсь. Вы знаете, я смотрел вопросы, которые поступают. Ну, конечно, все даже просмотреть невозможно. Там сколько, Дима, всего? Больше 2 миллионов. 200 уже. 2 миллиона 100. 100. Но вот тем не менее, Дмитрий Сергеевич мне еще где-то несколько дней назад принес вот такую кипку, я их просматривал. Таких вопросов много. Я хочу еще раз повторить свою позицию. Наверняка будут возникать еще вопросы подобного рода. Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем, все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия. Есть определенные недоработки, есть. Мы знаем о них. Вчера, только анализируя поступающие письма, говорил на этот счет и с министром обороны, и с начальником Генштаба, и с Татьяной Алексеевной Голиковой. Мы обсуждали, она как человек, вице-премьер, возглавляющий социальный блок. Значит, там по некоторым моментам нужно будет принимать даже изменения в закон. Может быть, еще вернемся к этому. И я уверен, депутаты Государственной Думы 100% поддержат. Нужно только правильно это все сформулировать. Мы обязательно добьемся того, чтобы все были поставлены в одинаковые условия и все получали одинаковую поддержку со стороны государства. И я знаю, что и «Шторм Алания», и «Алания» блестяще воюет. Мне руководитель региона тоже об этом говорил докладно. Вот Давайте у меня, можно еще. я покажу кипу? Да. Это вот только то, что я отобрал. Проблема с выдачей удостоверений ветеранов боевых действий. И предлагаю сейчас тогда идти нам сразу на видео-вопрос по этой тематике. Сергей Максимович Соболев из Новосибирской области, город Искитим. Владимир Владимирович, здравствуйте. Огромная и особая честь для меня обратиться к вам с вопросом из Донбасса. Совсем недалеко сейчас от линии фронта. Войну здесь слышно хорошо. Рядом со мной бойцы штурмовой бригады Министерства обороны России, ветераны. Вашей именной бригады. Все почти уже 2 года СВО, парни на передовой. Сейчас под Донецком. Работают уверенно, оборона врага буквально трещит и лопается по швам. Каждый новый день приносит новый хороший результат.
Владимир Владимирович, победа наша уже видна. Даже противник это понимает. Но когда война закончится, предстоит обустраивать тех людей, которые воевали. Вот те же ветераны. Люди с колоссальным боевым опытом. Пример настоящего патриотизма. Они могли бы заниматься воспитанием подрастающего поколения, готовить смену нашей армии. Как вы считаете, может быть, есть смысл создать соответствующую военно-патриотическую структуру для нашей молодежи? Есть ли такие планы? Во-первых, я хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете. Это звучит несколько дежурно, но тем не менее, поверьте мне, от души. И НГШ, другие командиры многократно мне, знаете, что говорили? Вот на таком-то участке вот создается такая обстановка. Сейчас там ветераны. Ситуация будет абсолютно точно взята под контроль. И это просто вот эти простые слова, это оценка того, что вы делаете, можете делать, и уверен, еще сделаете на поле боя. Что касается востребованности таких людей, как вы, в процессе воспитания молодого поколения, наших школьников, вообще молодых людей, она в высшей степени востребована. В высшей степени. И это очевидная абсолютно вещь, особенно на переломных моментах истории любой страны, вот как у нас сейчас. Вот, может быть, не к месту будет Бисмарка вспоминать, но тем не менее он служил когда-то в России, жил в России, хоть и стал выдающимся немецким деятелем. Он как-то сказал, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Вот это правильно, это точно, абсолютно. Вот это воспитание молодых людей в духе патриотизма в самом хорошем, а не квасном смысле этого слова, оно чрезвычайно важно. И мы уже начинаем это делать. Уже свыше 1000 ваших коллег и ваших товарищей по оружию, которые отслужили, вернулись к мирной жизни, свыше 1000 работают в школах и с детскими подростковыми коллективами. И мы обязательно будем это делать дальше. Будем точно совершенно расширять эту работу. Потому что одно дело прочитать в книжке или даже кино посмотреть патриотического характера, а другое дело передать что-то на личном примере. Самое лучшее воспитание – это личный пример. Но кто может сделать это лучше, чем вы? Но у нас живой эфир, живая ткань. Видим сразу, что все вот так вот на живую нитку. Пожалуйста, Дмитрий Сергеевич. Спасибо, Павел. Да, извините, Дима, извини, пожалуйста. Вот убивают Волгу. Что такое? Что с Волгой? Судя по всему, сейчас будем все время в таком вот... Проблема такая Здравствуйте, действительно есть. Владимир Владимирович. Меня зовут Елена Усманова, деловая газета Татарстана «Бизнес онлайн». В этом году жители регионов Поволжья столкнулись с катастрофическим обмелением Куйбышевского водохранилища. Все лето воду спускали в низовья Волги, аргументируя это тем, что страдают интересы рыболовной отрасли Астрахани. Как вам кажется, нужно решать проблему с обмелением Волги? И не кажется ли вам, что с таким отношением мы можем потерять главную русскую реку? Спасибо. Я надеюсь, что этого не произойдет. Есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях. Энергетики хотят держать высокий уровень для того, чтобы объем электроэнергии с Волжского каскада, с электростанции был достаточным для того, чтобы обеспечить интересы промышленности и комбыта. А другие водопользователи в низовьях, они хотят, чтобы река была полноводной. Моряки, конечно, судовладельцы хотят, чтобы фарватер был обеспечен и чтобы он был поглубже. Эти вопросы известны, и поверьте, что правительство работает над этим и не бросит это на самотек в прямом и в переносном смысле этого слова. Но проблема, конечно, есть, согласен.
Владимир Владимирович, Давайте мы мы видим, что продолжаем. наши коллеги действительно Да, очень да, да, активны. да, Потому Пожалуйста, что вопросов много, чтобы Вернем. нам все-таки паритет соблюдать. Дмитрию Сергеевичу вернем вернем. бразды проблем. Давайте, я вижу и Тартас, средний сектор. Пожалуйста, первый ряд. Кремлевский пол, собственно говоря. Пожалуйста. Владимир Владимирович, здравствуйте. Информационное агентство ТАСС, Екатерина Коростовцева. И у нас вопрос на международную тему, и вопрос трехсоставный. Каковы, на ваш взгляд, перспективы нормализации отношений с Евросоюзом? В последнее время становится все более очевидным, что западные страны устали от поддержки Украины. Как вы оцениваете этот новый фактор? И еще такой вопрос. Правые силы на данный момент усиливают свои позиции на политической сцене Европы. Вот как бы вы могли это прокомментировать и не беспокоит ли вас это? Спасибо. Что касается нормализации отношений, это зависит не только от нас. Мы и не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения, и нас пытались все время задвинуть куда-то на второй, третий план, пренебрегая нашими интересами. Ну, вот конфликт, который произошел на Украине, он с чего начался-то? Давайте вспомним, ну, не пожалеем 3-4 минут. Начался с переворота на Украине в 2014 году. Вот до этого ведь мы старались во что бы то ни стало, я хочу это подчеркнуть, десятилетиями старались выстроить нормальные отношения с Украиной. Даже после тоже, по сути, госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти, он выиграл выборы, но объявили третий тур. Что это, как не госпереворот? В Конституции не предусмотрено было никакого третьего тура. Это есть такой ползучий госпереворот. Но мы, ладно, отнесли, мы смирились с этим тоже. Значит, что произошло дальше? Он выиграл все-таки выборы следующие. На что пошли наши так называемые оппоненты? На госпереворот. Вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что, я всегда говорил, и сейчас, несмотря на всю трагедию происходящих событий, все-таки в основе своей русские, украинцы, единый народ. И то, что сейчас происходит, это огромная трагедия, похожая на гражданскую войну между братьями, когда братья оказались по разную сторону. Но в значительной степени они-то здесь даже ни при чем. Вот весь юго-восток Украины, он всегда был пророссийским. Ну, потому что это исторически российские территории. Частично, вот здесь вот коллега поднимает табличку «Турция», да? Ну, он знает, в Турции хорошо знают. Все при Черноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. Причем здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет вообще. Ни Крым, ни вообще все при Черноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают. Нет, напридумывали всякую чушь историческую. Ладно, когда-то Владимир Ильич Ленин передал все в Украину при формировании Советского Союза. Мы смирились с этим после распада Советского Союза. Мы же смирились и готовы были в такой парадигме жить. Но вот эта часть Юго-Восток, пророссийская, для нас это было тоже важно. Они всегда на выборах голосовали за тех, кто и шел на пророссийских лозунгах внутренней политики и внешней Украины. И в целом Россию это вполне устраивало. Но после госпереворота 2014 года нам стало ясно, что нам не дадут просто, силовым образом не дадут выстроить нормальные отношения с Украиной. Госпереворот, на который потратили, как американцы сказали, 5 миллиардов. Публично сказали, не постеснялись даже. Значит, в 2014 году приехали 3 министра иностранных дел вот из Европы. Польский, немецкий, французский. Подписались как гаранты договоренности между властью, президентом Януковичем, и оппозицией. Договорились, что все будут решать мирным путем. Через 2 дня совершили госпереворот. Зачем? Пошли бы на выборы и выиграли? Нет. Чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать. Вот зачем. Это кто делал? Американские наши дружки. А европейцы, которые подписались как гаранты договоренности между властью и оппозицией, сделали вид, что вообще ничего не знают. И сейчас спросите в Европе, кто-нибудь помнит об этом? Нет. Но мы не забыли. И не забудем. Вот это, плюс
безудержное стремление подползти к нашим границам, захватив и Украину в НАТО. Все это привело к этой трагедии. Плюс еще значит, кровавые события на Донбассе в течение 8 лет. Все это привело к трагедии, которую мы сейчас переживаем. Они вынудили нас на эти действия. Вот в этих условиях, когда я говорю, США задумали и организовали, а Европа стоит и молча на это смотрит. Либо подыгрывает, подпевают им там. Значит, ну как с ними выстраивать отношения? Мы за. Мы же ничего не рвали. Но они сделали вид, что они этого ничего не знают и не помнят. Только 2-3 раза упомянули о том, что Минские соглашения подписывали понарошку и не собирались выполнять. Вот эти значит, гарантии договоренности между властью и оппозицией в Украине в 2014 году вроде как, между прочим, подписали. И тут же о них забыли и наплевали на них. Вот они, понимаете, дело в чем? Дело в том, что в значительной степени они утратили свой суверенитет. Мы сейчас это видим. Они же многие решения принимают себе во вред. Во вред себе. Но, тем не менее, делают это. Значит, вот многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал де Голь, который боролся за интересы Франции с оружием в руках, собрал все, что было у французов для того, чтобы оказать сопротивление оккупантам. А на практике ведут себя как маршал Петен, который был на самом деле, хоть и был героем Первой мировой войны, но во Вторую стал коллаборационистом и подчинился воле оккупантов. Вот ведут, все почти ведут себя так. Ну, кроме там нескольких человек. Вот Фицо появился сейчас после выборов. Сейчас, ну, Виктор Орбан в Венгрии. Я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше. Их просто нет. Но я не знаю, с чем это связано. Связано с большой зависимостью от старшего брата, от Штатов. Но мы готовы выстраивать отношения с ними. Что касается значит, Соединенных Штатов, мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США важная, нужная страна миру. Но вот эта имперская, абсолютно имперская политика, она им мешает самим. Даже не нам, им мешает. Почему? Потому что в общественном сознании они должны себя вести как империя. И если они в чем-то где-то договариваются или в чем кому-то уступают, это уже воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел. И поэтому элиты вынуждены себя так отчасти вести. Значит, вот когда произойдут какие-то внутренние изменения, тогда будут созданы фундаментальные, когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы. Вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет, но мы к этому готовы. Владимир Владимирович, я чуть-чуть еще все-таки, у нас не все военкоры сейчас на передовой, у нас здесь, я вижу в студии вот тот сектор, пожалуйста, это Николай Долгачев. Задайте свой вопрос. Владимир Владимирович, здравствуйте. Это Николай Долгачев, корреспондент Вести, и сейчас директор филиала ВГТРК в Луганске. Да, Луганская республика практически полностью освобождена, и мирная жизнь восстанавливается, но мы за весь фронт переживаем и знаем, какие активные бои ведутся на юге и вдоль Днепра. Даже уже некоторое время говорят о некоем плацдарме противника на левом берегу Днепра, в районе населенного пункта Крынки. Да, Крынки. Вот, что вообще это за плацдарм, как там идет у нас обстановка? И, если позволите, еще дополнить. Дело в том, что на тех освобожденных районах, которые уже немножко дальше от фронта, действительно идет очень масштабная работа по восстановлению и социальных объектов, инфраструктуры. Мы видим это своими глазами, как сильно меняется жизнь. Но многие спрашивают, и я спрашивал, какое будущее у всех новых регионов нашей страны, какая цель через несколько лет, какими мы их увидим в стране. И мы знаем, Владимир Владимирович, что как вы скажете, так и будет. Поэтому вот скажите, пожалуйста, как будет?
Да, хотелось бы, чтобы, как я сказал, так и будет. Не всегда так бывает, к сожалению. Но это мировая практика. Да, я думаю, что вот у каждого сидящего здесь, да и у каждого, кто нас слушает и смотрит, тоже так же. Мы что-то говорим, что-то хотим, что-то получается, что-то не получается. Это нормально. Но стремиться к достижению своих целей, безусловно, нужно. Теперь по поводу этих рынок. Ну, что там происходит? Противник анонсировал контрнаступление большое, нигде ничего не получилось. Последняя попытка, во всяком случае, на сегодняшний день выглядит как последняя попытка, была прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. Это все говорят об этом, все хорошо знают, и ничего здесь нового нет. Что произошло на этом участке? ВСУ сосредоточила удар артиллерии по очень узкому участку берега левого, для того, чтобы сохранить ребят наших и не подвергать их излишнему риску, нести потери, было принято решение военным командованием отойти на несколько метров. Я вам скажу, вы военный корреспондент, понимаете, о чем я говорю, в лесопосадке, чтобы они скрывают личный состав и уберегают от ненужных потерь. ВСУ зашло на этот участок, он небольшой, 1200 примерно в длину был и где-то 300 метров в ширину. Я даже не знаю, зачем они это делают. Они пихают своих людей на просто истребление. Сами военнослужащие говорят, украинские военнослужащие говорят, что это дорога в один конец. Ведь для того, чтобы туда подать личный состав, там человек 80 все время находилось, сейчас поменьше уже, используют только лодки, но они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения. У наших военнослужащих там потери санитарные 2-3, 3 дня назад было 6 человек раненых. У противника десятки погибших. Просто они попали в огневой мешок и по политическим, я считаю, только по политическим соображениям бросают туда личный состав. С чем это связано? Можно только представить себе, догадываться. Связано, видимо, с поездками руководства Украины за границу с целью выклинчить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы. И подход, видимо, такой. Пока ездят и клянчат, нужно показать, что у вооруженных сил Украины есть какие-то шансы добиться во что бы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями, какого-то успеха в рамках так называемого контрнаступления. Просто их выбивают оттуда, вот и все. Можно навести, конечно, там мосты, понтоны, но не наводят, потому что понимание-то есть, что они будут уничтожены, что пристреляно же все. Вот это и происходит. Хочу обратить ваше внимание на что? Это не просто военнослужащие вооруженных сил Украины. Это элита, штурмовые отряды. Их вообще-то не так много. Если посчитать, сколько за 1,5 месяца там потери какие у ВСУ, можно представить, насколько это чувствительно. Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны. Но это их дело. Так совсем уже здесь секрета нет. Я где-то какое-то время назад НГШ сказал, не спешите их оттуда выдавливать. Прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав. К сожалению. Это такая логика вооруженной борьбы. Но они продолжают это делать. И это трагедия, я считаю, для них. Тем не менее, и министры НГШ сказали, нет, мы постепенно все-таки будем там
сужать это пространство свободы. Это и происходит. Вот это и происходит. Я думаю, что скоро там так, к этому идет и закончится. Вот теперь, значит, положение на фронте в целом, вы спросили. Ну, вы и сами знаете. Это вы эксперт уже. Я, кстати говоря, смотрю за вами, у меня иногда сердце так сжимается. Особенно девушки там прямо на первой линии бегают. Я не знаю, надо бы руководство все-таки каналов основных сказать, чтобы женщин оттуда убирали. Как-то страшно смотреть на это. Вот. Ну ладно. Положение, вы сами знаете, положение какое? Практически по всей линии соприкосновения наши вооруженные силы, скажем скромно, улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий, в активной стадии. И на всем протяжении идет улучшение положения наших войск. А теперь по поводу будущего регионов. Ну да, много вопросов среди поступивших именно об этом, причем и из новых регионов, и из других частей Российской Федерации. Что будет, как они будут развиваться. Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше 1 триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождение их постепенно в экономическую, в социальную жизнь России. Конечно, в других регионах ситуация капитально лучше. Связано это с тем, что почему-то, так же как и в Крыму было, не уделяли киевские бывшие власти должного внимания этим регионам. Но вот 1 триллион ежегодно, плюс вкладывается и будет вкладываться в ближайшие годы. Плюс у нас установились такие побратимские отношения между этими регионами и другими регионами Российской Федерации. Они уже вложили, по-моему, под 140, где-то в районе 150 миллиардов. И планируется регионами вложения нашими другими регионами еще примерно 100 миллиардов. Но, что я хочу сказать, это важно, что вот в этом году вот эти так называемые новые регионы заплатили в федеральный бюджет 170 миллиардов рублей. Это о чем говорит? Это говорит о том, что экономика этих регионов восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там еще очень многое нужно будет сделать. Мы сделаем это. Мы работаем в прямом эфире, всегда случаются разные технические нюансы. Чуть ранее мы видели видеовопрос военкора ВГТРК Сергея Зенина. Можно? Да, вот там все-таки я обратил внимание на коллегу, что Турция у него. Давайте мы спросим. Но потом вернемся к военкорам. Вернемся обязательно. Представляйтесь, пожалуйста. Обещаю. А среди них есть и девушки, действительно. Ali Jura, Агентство Анадолу. Господин президент, в результате атак Израиля в секторе Газа каждые 6-7 минут погибает один ребенок. Уже погибли 8 тысяч палестинских детей и более 6 тысяч женщин. Но на данный момент в Палестине человечество мертво. К сожалению, ООН и крупнейшие державы мира не могут остановить эти атаки. Как вы думаете, что ООН утратила свою функцию? И в связи с этой ситуацией в Палестине существуют ли совместные усилия Турции и России по обеспечению мира в регионе? И кроме этого, какие общие планы у Москвы с Анкарой по международным и региональным вопросам? Планируете ли вы посетить Турцию в ближайшее время? Спасибо. Значит, во-первых, я смотрю, что происходит. Ну, конечно, в Газе я сейчас свою характеристику дам. Я в целом согласен с тем, что вы говорите. Но хочу отметить все-таки значительную лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе.
Он, безусловно, один из лидеров международного сообщества, которые обращают внимание на эту трагедию и делают все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону, для того, чтобы были созданы условия для долгосрочного мира. Это очевидно. Он очень активен на этом направлении, и дай бог ему здоровья, потому что то, что происходит, это, конечно, катастрофа. Мы сейчас говорили о ситуации, и вернемся, я так понимаю, к ситуации, связанной с украинским кризисом, но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят, посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Но ничего подобного на Украине нет. Значит, вы упомянули о гибели тысяч детей и женщин. Ну, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций назвал сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире. Но это такая оценка о многом говорит. Это объективная оценка, что здесь сказать. Что касается роли ООН, вы знаете, здесь нет ничего необычного. Я тоже говорил об этом. Ведь во времена Холодной войны очень часто различные силы, различные государства блокировали те или иные решения, которые продвигали другие страны. Но ООН изначально и создавалась таким образом, чтобы консенсус искать. А если он не найден, тогда решения не принимаются. Ничего необычного в жизни ООН не происходит. Так было всегда, особенно в период Холодной войны. Не случайно министры иностранных дел Советского Союза Громыко называли господин No. Очень часто Советский Союз накладывал вето. В этом есть огромный смысл. Вето есть, значит, действий, которые какая-то страна воспринимает как враждебные в отношении себя, не происходит. И это важно. И важно сохранить такие механизмы в ООН. Иначе она превратится просто в говорильню, как это было в известный период, значит, после Первой мировой войны. Поэтому но это не значит, что нельзя и не нужно искать этих консенсусов. Надо. Мы так же, как и Турция, исходим из того, что должны быть все-таки имплементированы решения ООН по поводу создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. И это чрезвычайно важно. Нужно создать фундаментальные основы для израильско-палестинского урегулирования. Теперь по поводу планов. Мы с президентом Эрдоганом же в контакте в постоянном по этим вопросам. И у нас очень схожие позиции. Думаю, что нам удастся с ним встретиться. Я действительно планирую. Я и планировал недавно, но там, я могу сказать, здесь секретов нет. У президента Эрдогана не получилось по его графику, хотя я готов был слетать в Турцию, я им сказал об этом, но у него по графику не получилось. Вот. У него не получилось, не у меня. Ну, так бывает. Вот. Но мы договариваемся, может быть, в начале следующего года осуществить этот визит. Вот. Что касается наших усилий, вы знаете, что был недавно и в двух арабских странах, он консультировался с нашими друзьями в Саудовской Аравии, в Объединенных Арабских Эмиратах. Первое, нужно сохранить людей в Газе. И с Египтом тоже мы в контакте. Второе, нужно оказывать массированную гуманитарную поддержку людям. И вот мы, когда в Эмиратах были, я был в Эмиратах, выяснилось, что эмиратская сторона создала там в Газе недалеко на территории Газа, но недалеко от Рафаха, от пункта пропуска и от египетской границы, открыла там госпиталь полевой. И мы поговорили на тему о том, что было бы возможным, чтобы и Россия там же открыла госпиталь свой на стадионе. Но для этого, конечно, нужно согласие и Египта, и Израиля. Я переговорил с президентом Египта, он поддерживает.
переговорил с премьер-министром Нетаньяху. Вот они проконсультировались между различными силовыми ведомствами. Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газа небезопасно. Но это не значит, что мы прекратим эти усилия. Во всяком случае, на сегодняшний день, если на сегодняшний день это небезопасно, и израильская сторона не поддерживает, тем не менее у нас и с израильтянами есть договоренность о том, что, и они нас попросили об этом, чтобы мы увеличили количество поставок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. И мы это сделаем, безусловно. Так что мы со всеми сторонами этого происходящих событий в контакте и будем активно работать. Так вот, об отважных девушках-военкорах, о которых вы сами и сказали. Настоящие репортеры. Мы связались с корреспондентом Первого канала Валентиной Соловьевой, которая снова работает в Запорожской области. Здравствуйте. Мы находимся в Мелитопольском областном онкодиспансере. Вот одна из его палат. Посмотрите, как плотно стоят койки. Здесь 3 койки, здесь еще 6 коек. Главный врач этого диспансера Константин Юрьевич Лакунин. Константин Юрьевич, пациентов мы видим у вас много. Какова ситуация с врачами? Пациентов много, а врачей, конечно, не хватает, как по всей России, так и у нас. Но у нас ситуация может быть даже более драматичная. Не хватает онкологов, не хватает гематологов, не хватает детских онкологов, да ничего там не хватает, их просто нет. Поэтому приходится диспансеру брать на себя все эти функции. Спасибо федеральным научным центрам, которые оказывают нам и клиническую помощь, и методическую помощь, и принимают наших пациентов на лечение. Вот сейчас на одного врача сколько пациентов приходится? На амбулаторном приеме приходится порядка 50-60 человек в день против 30 положенных по нормативам. То есть примерно нагрузка в 2 раза увеличена. Точно такая же нагрузка и в стационарах. То есть у нас на одного врача приходится минимум по 20 человек онкологических пациентов, что тоже в 2 раза выше. Но при этом вы развиваетесь, у вас поставки оборудования, я вижу. Ну, при этом, у нас идет полномасштабный ремонт хирургического корпуса. Оборудование для него уже поставлено по федеральным программам. Вот оно здесь находится. Вот, в частности, это операционный стол для новых операционных. Поэтому мы верим, что мы заработаем с новыми успехами. Соответственно, вопрос кадровый стоит перед вами остро. Соответственно, вопрос, который вы бы хотели задать. Ну, вопрос, он же предложение, рассмотреть вопрос о создании специальной федеральной программы по привлечению кадров в новые регионы, по привлечению кадров в медицину, в социальную сферу новых регионов. Возможно, это будет строительство жилья, возможно, это будет предоставление земельных участков, может быть, льготная ипотека, но чтобы, так сказать, кадры здесь появились, нужно их привлечь каким-то особенным образом. Зарплата сейчас конкурентная? Зарплата сейчас вполне конкурентная, и, в общем-то, собственно говоря, на эту зарплату к нам приезжают специалисты. Нельзя сказать, что их нет. Приезжают, но этих мер, видимо, недостаточно. Спасибо большое. Такой у нас вопрос. Да. Вопрос понятный. Но знаете, что было приятно, вот когда доктор сказал, у нас не хватает специалистов, врачей, как и во всей России. Я цитирую. То есть вот есть восприятие своего региона, своего субъекта как части России. И это вот на это, с этой точки зрения, хотел бы отметить этот вопрос. Но проблема понятна. Предложение создать специальную федеральную программу, которая помогла бы приобретать жилье, значит, и так далее. Я не знаю, нужно ли создавать специальную программу, но обратить внимание на это точно нужно, я с ним согласен. У нас льготная ипотека для этих регионов есть, она 2%, но она более чем льготная, значит, более льготная, чем даже для семей с детьми в целом. Но в чем там проблема, насколько я понимаю? Проблема в том, что эта льгота действует только на новое жилье. А
нового жилья там строится пока, мягко говоря, немного. Поэтому надо бы так же, как на Дальнем Востоке, распространить это на вторичный рынок. Вот что надо сделать. И тогда это будет работать быстро. Прямо сейчас начнет работать. Это вот первое. И второе, по поводу создания дополнительных стимулов. Если заработная плата конкурентоспособна, как вот доктор сказал, то вот что нужно, Шумбрат. Шумбрат — это по-мордовски, значит, здрасте. Да, я сейчас отвечу, да. Вот, значит, что нужно сделать? Нужно, может быть, так же, как на Дальнем Востоке, тоже повысить первоначальные подъемные для земского доктора, для докторов до 2 миллионов рублей, а для фельдшеров до 1 миллиона рублей. И это будет, мне кажется, хорошим стимулом. Я обязательно с правительством это проговорю. Бюджет принят, но тем не менее мы можем подумать и сформулировать эти решения на самую ближайшую перспективу. Владимир Владимирович, мы видим, что коллеги не могут даже дождаться окончания вашего ответа. Давайте передадим слово. Нет, вот я обещал все-таки. Путин Шумбрат? Видимо, из Мордовии, да? Да, давайте, дайте вот девушке в красном, пожалуйста, микрофон. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я Анастасия Ведяева из филиала ВГТРК, ГТРК Мордовия. Представляю нашу многонациональную республику. Я хочу пригласить вас на наш павильон на выставке «Россия». Спасибо. Во-первых, благодарю за эту идею. Какие отзывы, Владимир Владимирович? Вот на днях было проведено исследование, подведены итоги, и 97% россиян испытывают гордость после посещения этой выставки. И, конечно же, регионам есть чем гордиться. В Мордовии, благодаря вашей поддержке, реализуется инновационное производство. Во-первых, импортозамещающее, оптиковолоконное, кабельное. Это и фармацевтическое направление, и, конечно же, визитная карточка Мордовии. Это черный алмаз, наш мореный дуб. Добываем со дна рек и такую красоту делаем. Владимир Владимирович, это, конечно же, не только возможность увидеть красоту, но и наладить различные вопросы, решить вопросы с бизнес-сообществом. Решить разные вопросы, и я приглашаю вас. И очень бы хотела там присутствовать. В преддверии Нового года каждая девочка, даже большая, мечтает о чуде. Поэтому я думаю, что вы не откажете. Хорошо. Спасибо большое за приглашение. Мордовия действительно очень красивая республика. Мне очень нравится то, как люди относятся к своим традициям, к своей культуре, во всех проявлениях. И к одежде, и к традициям в самом широком смысле этого слова. Что касается регионов и выставки региональной части, то это действительно получилось. Региональные выставки на ВДНХ, наверное, одни из самых ярких, самых интересных для посетителей. И я с вами согласен. Постараюсь там побывать. Спасибо большое. Давайте перед тем, как мы вернемся к вопросам граждан, давайте еще один вопрос от СМИ. Вот давайте Матч ТВ, что-то, наверное, про спорт, судя по каналу. Здравствуйте, Мария Корбова, действительно, телеканал «Матч». Вопрос, конечно же, о спорте, тем более есть что спросить, есть что обсудить. МОК неделю назад выдвинул крайне жесткие критерии допуска российских атлетов на игры 2024 года. А вот, например, к израильским спортсменам никаких особых ограничений, никаких требований нет. В такой ситуации на Олимпиаду стоит ехать? И вообще, в целом, какая обстановка со спортом высших достижений у нас в стране? И вот еще тоже не можем не спросить, знаем, вопросов много, от регионов поступает в связи с непростой обстановкой. В непростое время будет ли продолжена программа развития физической культуры и спорта, особенно в российской глубинке? Спасибо. Владимир Владимирович, прежде чем вы ответите, вообще вы сам человек спорта, и дзюдо называли своей первой любовью, действительно это так. У нас огромное количество обращений как раз от родителей, от тренеров и даже от самих детей, которые говорят, что есть огромная воля к победе, к участию в соревнованиях, но вот тренироваться абсолютно негде, условия просто недостойные. Давайте посмотрим видеообращение из Крыма. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаемся к вам, крымские ребята. Живем мы в село Солнечная долина, городского округа Судак. Мы спортсмены, занимаемся футболом и хоккеем на траве. Были на многих соревнованиях, в том числе региональных и всероссийских.
Привозили всегда медали, кубки, грамоты и даже призовые места. Занимались всегда в спортзале, в здании клуба. Но в этом году уже совсем стало невозможно проводить здесь наши тренировки. Ремонта не было более 40 лет. Полы уже давно прогнили. Стены покрылись плесенью, окна выбиты, с потолка идет дождь. В здании холоднее, чем на улице. Тренера наши обращались во все инстанции, но наши местные и другие власти игнорируют все обращения. Декабрь месяц. Занимаемся на свежем воздухе. Обращаемся к вам с просьбой помочь нам отремонтировать наш спортзал. Посодействовать в том, чтобы нас услышали и помогли. Хотим вырасти сильными и здоровыми и быть защитой и опорой для нашей Родины. Желаем победы! Хорошо. Значит, я сейчас отвечу ребятам, конечно. По поводу решения МОК, как бы сравнение с другими спортсменами, с израильскими там, и так далее. Первое. Все, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, это полное противоречие и извращение идей Пьера де Кубертена. Спорт – это мир. Спорт для того и создавалось олимпийское движение, чтобы он объединял людей, а не разъединял их. А современные международные чиновники, они слишком увлеклись бизнес-стороной спортивных движений. Они попали в огромную зависимость от спонсоров. Спонсоры обращают внимание на стоимость минуты рекламного времени на телевидении и так далее. Но там и внутренних проблем достаточно. Если они будут действовать и дальше таким же образом, они похоронят олимпийское движение. Сама идея олимпизма, она страдает сегодня. В этой связи вы сейчас упомянули про Израиль, про израильских спортсменов, несмотря на события, происходящие в Газе. Если бы я сейчас как-то поддержал это, то я бы уподобился этим международным спортивным чиновникам. Спорт вне политики, призван объединять людей. И поэтому нам так же, как, знаете, у нас говорят, не считать деньги в чужом кармане, так же и здесь. Мне кажется, некорректно показывать пальцем на каких-то других. Там есть проблемы. Мы сейчас только что говорили с турецким коллегой вашим, да? Но спортсмен здесь при чем? Пускай едут и соревнуются без всяких ограничений. То же самое должно быть сделано и в отношении России. Но этого не происходит. Они под влиянием политических элит Запада принимают выгодные для них решения, невыгодные для мирового спорта. Так же, как европейские политики принимают решения, выгодные для США, для их экономики, и невыгодные, губительные для себя. Здесь то же самое, только в другой сфере. Ехать или не ехать, вы знаете, здесь есть вот какой момент. Надо посмотреть внимательно, что это там за условия, флаг, гимн. Я всегда говорил, вот спортсмены годами тренируются, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе на Олимпийских играх. Все знают, наш это флаг, не наш. Все знают, что наш спортсмен. Это вот очевидная вещь. Но и поэтому я, в принципе, и поддерживал то, чтобы наши спортсмены ехали на такие соревнования. Но надо сейчас внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК. Если это искусственные условия, политически мотивированные, искусственные условия, направлены на то, чтобы отсечь наших лидеров, отсечь тех спортсменов, которые претендуют на золотые, там, серебряные или бронзовые медали, обесточить нашу сборную, ну тогда вот там, допустим, спортсмены из ЦСКА, может быть, не смогут, из «Динамо», поскольку они там якобы связаны с вооруженными силами, хотя сегодняшняя ЦСКА вообще никак не связана с вооруженными силами, это вообще частная организация. Но придумывать могут все, что угодно. Если вот цель в этом – отсечь наших лидеров и показать, что российский спорт не развивается или, значит, он, наоборот, загибается, ну тогда надо, чтобы Минспорт и Министерство, и Национальный олимпийский комитет России проанализировали и приняли взвешенные решения.
Давайте, может... Давай, Дим. Владимир Владимирович, ну и все-таки вы обещали нашим ребятам из Крыма, которые адресовали свое обращение. Само собой, я пометил, хочу к ребятам обратиться и сказать, вообще нужно развивать спорт и развивать все наши программы. Кстати говоря, действительно, у нас в прошлые годы где-то 1,5 миллиарда, даже больше, по-моему, 1,7 миллиарда выделяли на развитие из федерального бюджета на развитие регионального и муниципального спорта. В этом году там нет даже 700 миллиардов в этом бюджете. Но надо обязательно к этому вернуться. И это будет, кстати, должно быть в будущей президентской программе. Обязательно нужно это сделать. Мы это сделаем. Что касается конкретного вопроса в Крыму, я и с Сергеем Валерьевичем переговорю, ну и мы с федерального уровня поможем. Точечно эту проблему точно решим. Таких обращений действительно немало. Вот я целую стопку себе выбрала. Тюменская область, хоккей, разные виды спорта, все. Дмитрий Сергеевич, возвращаем. Общероссийский народный фронт, собственно, все эти обращения будет обрабатывать в течение предстоящего года, как мы говорили. Друзья, я вижу здесь Дмитрия Кулько, это еще один военкор, его непривычно видеть в костюме и в галстуке. Дайте, пожалуйста, вот в этот сектор микрофон. Дмитрий Кулько, военкор Первого канала. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Если позволите, у меня несколько вопросов от бойцов из зоны СВО. В первую очередь, как вы считаете, отлажена ли система выплат военнослужащим сегодня? Можно ли ее улучшить? Вот я знаю конкретных людей, которые месяцами не получали деньги. Второй вопрос о наших раненых, о фонде «Защитники Отечества», который был создан для поддержки семей погибших и ветеранов СВО. Вот как вы оцениваете работу этого фонда? И здесь, Владимир Владимирович, если позволите, хотелось бы внести предложение. Дело в том, что сегодня бойцы, получившие ранения после госпиталя, обязаны вернуться в часть для прохождения военно-врачебной комиссии. То есть обратно в зону СВО приходится ехать нашим ребятам, которые после тяжелых ранений, потерявшие, к сожалению, ноги, руки. Это тяжело, и было бы лучше, если бы эту комиссию ребята проходили все-таки в местах лечения или долечивания. И последний вопрос. Дроны. Дронов, Владимир Владимирович, по-прежнему до сих пор сильно не хватает на фронте. Бойцы постоянно просят помочь. Мы делаем сборы, и люди на это откликаются. Спасибо большое, но тем не менее всего этого недостаточно. И вот, к примеру, недавно мы делали сборы вместе с Народным фронтом, привезли в 4-ю бригаду, которая сейчас сражается в Клещеевке, отважно, привезли десятки дронов. Ну вот месяца не прошло, уже половины этих коптеров, к сожалению, нет, это расходники, и операторы не могут не лететь далеко во время штурма, потому что, несмотря на дождь, на помехи станции РЭП, внизу наши ребята, наши пацаны, и поэтому не могут оставить их без разведки. Когда вот ситуация в этом вопросе улучшится? Спасибо большое. Ну, я думаю, что вы не можете не видеть, что она улучшается все-таки. Правда? Скажите, что это правда. Улучшается, да, но вот. Современные боевые действия. Это факт. Но, конечно, вы правы. Не всегда хватает, не всегда все получается. Я уже говорил, значит, у нас все-таки... Садитесь, пожалуйста. Все-таки линия фронта, вы знаете сколько? Почти 2000 километров. 2000 километров. И конечно, наверное, ну, не наверное, а точно совершенно не везде все вовремя поставляется. Но и собственное производство растет и закупается, в том числе, кстати говоря, частным образом много из-за границы закупается. Государство, Министерство обороны, промышленность, конечно, активно работает в этом направлении. И
Ну, вы знаете, в системе рэп там многие вещи появляются. Вы наверняка знаете все эти названия. Может быть, даже лучше меня, там, лесочек или как она, вот сейчас новая система практически на все бронемашины ставится, ну, насколько это возможно, конечно. Вот. Ну, будем наращивать, разумеется. Что касается того, что люди откликаются, то, что Народный фронт над этим активно работает, целое движение создали, все для победы, да? Собрали. Вы знаете, конечно, государство может обойтись без этой поддержки, но остановить невозможно. Я просто от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России. Свыше 10 миллиардов рублей пожертвований. Конечно, государство, особенно сейчас, когда у нас экономика на подъеме, есть эти средства, но то, что люди от себя направляют, то, что там сети плетут, варежки вяжут, носки вяжут, направляют. 3 миллиона писем дети направили бойцам на фронт. 3 миллиона. И вы сами знаете, как ребятам сердце это греет, такие письма. Вот. И мы всячески будем это поддерживать. Хочу всем добровольцам, всем волонтерам сказать слова благодарности. Но, наверное, где-то еще сбои происходят. Ну, вы же знаете, мы с вами тоже встречаемся регулярно, я имею в виду с военкорами. Вы следите за тем, что там происходит. И надеюсь, что и дальше у нас такие контакты будут продолжаться. Будете и мне, и Министерство обороны это все передавать. Но вот что касается того, что нужно вернуться в госпиталь раненым ребятам для того, чтобы оформить документ. Из госпиталя вернуться в часть, чтобы оформить документ. Но вот я видел эти вопросы в письмах. Все-таки ситуация там поменялась. Может быть, у вас устаревшие данные или у меня не точные, но, как мне доложили в Министерстве обороны, все можно делать не в госпитале, а в местах реабилитации, потому что после госпиталя сразу посылают в пункты и центры реабилитации. Но там, мне сказать, что налажено, может быть, налаживается, еще я проверю обязательно, налажена ли работа, связанная и с предоставлением жилья, с предоставлением всяких льгот, с оформлением документов, и нет необходимости возвращаться в часть. Но если это еще случается, вот я после нашего с вами диалога обязательно сейчас переговорю с министром обороны, это должно быть и будет исправлено. Что касается Фонда защитников Отечества, работает хорошо. Там люди очень хорошие подобрались. Я с руководителем встречался, с Анной Евгеньевной, и был в одном из филиалов в регионе. Люди шикарные, шикарные, понимаете, заряженные на очень позитивную работу. Но у них компетенции ограничены, сформулированы уставные документы таким образом, что они прямого участия как бы и не принимают. Я, например, всегда был против, чтобы они распоряжались какими-то деньгами. Но я за то, чтобы были увеличены их права в сфере контроля за тем, сколько выделяется, кому выделяется и какой результат приносят выделяемые средства, в том числе по средствам реабилитации. Сейчас в детали вдаваться не буду, но знаю, что и депутаты Государственной Думы после посещения мною одного из филиалов этого фонда «Защитники Отечества» тоже этим вопросом занимаются. И мы будем совершенствовать работу этого фонда и добьемся того, чтобы это был хороший, действенный инструмент по защите интересов наших ребят, воюющих, принимающих участие в боевых действиях. Владимир Владимирович, вы уже сказали о том, какую огромную роль играют волонтеры в нынешних условиях, какой души это люди. Действительно, от них очень много вопросов. Но вы знаете, вот Марина Игоревна Макеева из Московской области задается следующим вопросом. Сегодня население очень активно помогает бойцам СВО, гуманитарка, стройматериалы, снабжение, транспорт. Но почему вообще этим занимаются обычные люди, а не государство? Вот я сказал только что. Вот я уже, я считаю, ответил. Да, потому что государство этим занимается. Государство – это 99,9
периоде усилий это государство. Вот. Но люди делают это от души, мы это приветствуем и не будем это ограничивать. Только хочу поблагодарить за это. Ну и вот про рэп-глушилки вы тоже Да, несколько я слов сказал, сказали. Но да. вот пишет раненый штурмовик из Омской области Андрей Никишин, просит обеспечить рэп-глушилками против дронов. Просто их нету. Ну, вы мне дайте потом конкретно откуда, проверим. Да, их может и не хватать где-то. Но в какой-то момент в какой-то конкретной части. Я еще раз говорю, протяженность линии соприкосновения свыше 2000 километров. В зоне боевых действий находится 617 тысяч человек, группировка. 617 тысяч. Поэтому, да, конечно, где-то могут быть сбои. Но если конкретно есть, и я вас прошу дать мне конкретные вещи, и военных корреспондентов, с которыми мы встречаемся, я лично встречаюсь регулярно, обязательно будем смотреть. И вернемся к очень важному видеозвонку. Сергей Соболев из Новосибирской области. Уважаемый Владимир Владимирович, обращается к вам Соболев Сергей Максимович. 13 ноября 2022 года заключил контракт с частной военной компанией сроком на 6 месяцев. По возвращению домой обратился в военный комиссариат города Искитима для получения удостоверения ветеран боевых действий, на что получил отказ. Обратился в фонд «Защитники Отечества», на что получил отказ. Обратился в Центр социальной поддержки населения города Искитима, на что получил отказ. Прошу разобраться в данной ситуации, так как большинство моих боевых товарищей также проходили службу в этой частной военной компании. И таких вопросов очень много. Да, вы знаете, в чем проблема? Проблема есть. И я думаю, что это пробелы, которые не должны были бы быть допущены Министерством обороны. В чем заключаются проблемы? А в том, что формально юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом. В этом проблема. Первое. Второе. Контракты участниками боевых действий в рамках частных военных компаний, как бы частных военных компаний, с государством не заключались. Это главная проблема. С государством в тех или иных отношениях находились командиры этих частных военных компаний. К сожалению, и выплаты осуществлялись наличными. И это тоже большая проблема. Сейчас очень трудно установить просто даже списочный личный состав этих военных компаний, военных подразделений. Но все люди, я знаю этих людей, не понаслышке, у меня есть среди моих близких моих связей, дети там воевали в частных военных компаниях. У меня вот среди тех людей, которые меня окружают и работают вот рядом со мной, тоже там есть и были близкие люди. Некоторые ушли из жизни, отдали жизнь за Родину, воюя в рамках этой частной военной компании. И их права, без всяких сомнений, должны быть восстановлены. Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму поддержки со стороны государства, которой пользуются другие участники боевых действий. В этом нет никаких сомнений. Это моя принципиальная абсолютно позиция. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но нужно это сделать. Министерство обороны это знает, правительство знает этот настрой. Если нужно, а может быть без этого не обойтись, внести изменения в закон, значит, и это будет сделано. Мы обязательно этого добьемся. Во всяком случае, обещаю, мы будем к этому стремиться. Сейчас предлагаю позвонить женщине. Сейчас, извините, пожалуйста. Вот на экранах бегут строчки. Одна из них вот такая. Елпатьево, значит, Ярославской области. Просьба подвести газ. Вот
обязательно посмотрим. Сейчас, может быть, еще вернемся к вопросу, связанному с газификацией. Но вот Елпатьево Ярославской области я пометил. Давайте сейчас позвоним все-таки, сделаем видеозвонок. Село Рысайкино, Юлия Валентиновна Береза. Юлия Валентиновна, если вы нас слышите, то, пожалуйста, формулируйте ваш вопрос. Здравия желаю, Владимир Владимирович. Я действующий военнослужащий и нахожусь я не в Рысайкино, а в Луганске на данный момент, в медицинском стрелковом батальоне, младший сержант Юлия Береза. С начала СВО я всеми силами стремилась попасть на Донбасс добровольцем, так же, как и мой муж. 10 мая 2022 года в военкомате города Донецка я подписала бумагу о добровольной мобилизации. Была зачислена на службу в стрелковый полк народной милиции ДНР. Сразу скажу, что ехали мы сюда из своих убеждений встать на защиту Родины, людей, защиту своих близких, а также ради правды и справедливости. А так как нас мобилизовали в ДНР, а не в РФ, я не смогла оформить льготы для участников СВО. Хотела маме оформить льготы непосредственно. Как раз она находится в Рысайкино. И в частности, я получила удостоверение участника боевых действий ДНР. И действует оно только на территории ДНР. Когда решила зайти в личный кабинет военнослужащего, чтобы оформить льготы, выяснилось, что такого военнослужащего с таким номером, что указано в моем личном деле, просто нет. У мужа точно такая же ситуация. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой поспособствовать оформлению льгот, помощи для наших матерей. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам за вопрос. Вот в чем проблема заключается. Вы правильно сказали, вы оформлялись в народную милицию ДНР. Ну, народная милиция, чтобы все понимали, это практически те же самые вооруженные силы, которые реально были на линии и до сих пор находятся на линии соприкосновения, участвуют в боевых действиях. И действительно, проблема заключается в том, что особенно для тех, кто заключал эти контракты в период, когда ни Луганская Народная Республика, ни Донецкая Народная Республика не входили в состав Российской Федерации. Вот это особенно остра проблема для тех, кто, вот товарищ старший сержант, я так понимаю, гражданка Российской Федерации, а особенно остра проблема для тех, у кого не было гражданства России. Но вот эти бумаги, которые оформили и которые дают льготы в рамках ДНР или ЛНР, их, там есть один из путей признания их на территории Российской Федерации. А есть другой способ решения проблемы. Выдача соответствующих документов прямо от имени Российской Федерации. Вот. И сейчас созданы комиссии соответствующие и в Донецкой Республике, и в Луганской Республике. Они работают, эти комиссии. В ДНР, по-моему, уже там 4500 человек подтвердили свои права. В Луганской Республике 17 500 подтвердили свои права. И в Донецке уже выдано, по-моему, удостоверений соответствующих где-то несколько тысяч, по 2000. И в Луганской Республике тоже там 1700. Поэтому вот по этому пути мы уже пошли и будем наращивать работу по восстановлению и подтверждению прав участников боевых действий. Здесь сомнений у вас не должно быть никаких. Если что-то пока еще не доделано, уверен, мы сделаем и доведем эту работу до конца. Но если какие-то сложности есть в том, чтобы обратиться в эту комиссию, ну тогда вы нам просто скажите, в чем эти сложности, мы поправим. Если можно, к журналистам вернемся. Да, вернемся к журналистам. Давайте вот молодой человек Север, вот, рядом с той девушкой. Давайте север. Вот, только вот так.
Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Дарья Шучалина, Республика Коми. Представляю муниципальную газету «Панорама столицы», являюсь членом Общественной палаты нашего региона. Передаю вопрос, который меня попросили вам задать жители наших северных территорий, это Интай и Воркута. Вы знаете, что у нас, к сожалению, в целом по стране, это касается не только нашего региона, достаточно долгими темпами реализуется очень важная программа переселения жителей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. У нас в Коми 6 таких муниципалитетов. Понятно, что люди, которые всю жизнь отдали для того, чтобы поднять север, сейчас на заслуженном отдыхе, конечно, хотят провести время на пенсии в территориях с более мягким климатом. А вот всего 2 цифры. Нам в нашей республике в этом году выдали 129 сертификатов жилищных государственных, а в очереди у нас 21 тысяча человек. Понятно, что одномоментно сейчас просить вас оказать содействие, расселить все очереди, конечно же, нереально. Поэтому вижу 2 варианта. Первый вариант, чтобы поставить приоритет 2 очереди, это люди с инвалидностью и пенсионеры. Это 2 наши категории, которые действительно должны быть в приоритете. И вариантов 2. Либо действительно посмотреть в нашем, несмотря на то, что достаточно напряженном федеральном бюджете, возможность дополнительного финансирования на следующий год. А если это сложно, то наш регион готов, если будет выделен бюджетный кредит под низкую процентную ставку, наши власти готовы переселить интинцев, в общем, тех, кто в этих муниципалитетах живет, внутри региона, в тот же, скажем, Сыктывкар, в столицу, или на юг Коми, где климат тоже достаточно, скажем, такой приемлемый. Возможно ли один из этих 2 вариантов рассмотреть? Может быть, есть еще какие-то есть варианты. Нет, благодарю вас. И спасибо еще вдогонку за то, что вы решили наш вопрос по передаче в федеральную собственность аэропортового комплекса Воркуты. Долгожданное, очень ценное решение. Спасибо вам за это огромное. Важно только, чтобы он развивался. Да. Да, потому что бывает, когда мы передаем в регион, а потом все это зависает, и регион потом приходит и просит федеральных денег для развития. У нас руководство республики очень активное, и с учетом того, что Владимир Викторович Уйба вас об этом просил, все уже решения приняты. Уйба, он очень активный человек, у него большие связи, он же работал в федеральных органах власти, он может здесь функционировать должным образом. Вот я вас просил бы повторить еще раз ваше предложение. Вы предлагаете сосредоточить внимание при переселении на 2 очередях. Да, на 2 очередях это граждане с инвалидностью и пенсионеры. И вариантов, как мы видим, 2. Первый, он, конечно, самый простой, это попросить дополнительное финансирование с федерального бюджета. А второй вариант, тот, который мы можем реализовать силами нашего региона, расселить этих граждан, участников программы внутри Коми, но нам для этого необходим бюджетный кредит под низкую процентную ставку с тем, чтобы мы решили квартирный вопрос либо в Сыктывкаре, либо на юге Коми. Потому что у нас республика большая, и, в принципе, с севера переехать в центр или на юг, но это тоже вполне себе решение вопроса. Вы знаете, если бы сейчас здесь сидел министр финансов, он бы, конечно, сказал, что у нас денег нет, и у Минфина никогда денег нет, но, тем не менее, посмотреть на расширение программы, конечно, можно и нужно. Действительно ли люди, которые всю жизнь проработали на северах, в какой-то период своей жизни хотят перебраться в регионы с более мягким климатом, это понятно. Во-первых, программу мы будем продолжать, вот это самое главное. Во-вторых, что касается увеличения расходов, то надо посмотреть, бюджет сверстан на следующий год, но, надеюсь, будут и доп. Доходы, надо посмотреть на эту часть. Что касается переселения внутри, да, это вполне возможно. Мы с руководителем республики переговорим, я с правительством тоже переговорю на этот счет. И, кредиты тоже непростая вещь, но это, возможно, более мягкая форма содействия региону и не настолько обременительное для Минфина. Хотя это тоже определенное обременение есть, это очевидно. Но надо подумать и попробовать реализовать. А что касается того, чтобы сосредоточить внимание на льготных категориях, это тоже правильно. Это мы обязательно это обсудим с правительством. Спасибо вам за предложение. Да, Владимир Ильич, если можно, все-таки продолжим вот здесь. Давайте, пожалуйста. Вот этот ряд, третий ряд, вот молодой человек тянет руку. Представьтесь, пожалуйста. Владимир Сероухов, РБК. Если позволите, 2 вопроса про валюту. На днях новым президентом Аргентины стал Хавьер Милей, и одно из главных его предвыборных обещаний – это ввод в стране вместо песо американского доллара.
Вот Россия, наоборот, последние несколько лет держит курс на дедолларизацию, отказывается и от доллара, от евро в международных расчетах. Вот как вы оцениваете этот процесс, насколько выгодным стал взаиморасчет России и ее экономических партнеров в рублях и национальных валютах дружественных стран? Ну и если коснулись темы рубля, то вот, на ваш взгляд, какие факторы больше всего влияют на курс рубля, на его падение, на рост? Вот, от чего это больше всего сегодня зависит? Да. Ну, первое, это... Ну, давайте начнем с Аргентины, чтобы потом к этому не возвращаться. Да, всем известна идея вновь избранного президента Аргентины перейти на доллар внутри страны. Это решение, суверенное решение каждой страны. Но во-первых, в Аргентине инфляция, по-моему, где-то 143%. И поэтому, да, очень много проблем, это мне еще прежние руководители говорили, связанные с возвратом тех заемных средств, которые Аргентина получала из различных источников. И поэтому логика понятна. Но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны. Если другого выхода сегодняшнее руководство Аргентины не видит из известных финансово-экономических проблем страны, ну, это их решение. Но это, безусловно, значительная утрата суверенитета. Далее. Есть и социально-экономическая составляющая подобного решения. Вы из РБК, да? Ну, у вас специализированный канал, поэтому там у вас все специалисты, они меня поймут, да, и граждане поймут, наверное, здесь ничего сложного-то нет. Ведь даже привязка к доллару национальной валюты, жесткая привязка, она уже чревата серьезными социально-экономическими последствиями. Аргентину трясло в свое время как следует в связи с финансовыми проблемами, там, вплоть до набегов на банки. А смотрите здесь, что произойдет. Если будет только доллар или жесткая привязка к доллару. Ведь в ходе своей решения внутренних проблем экономического характера всегда любое правительство думает о том, как обеспечить социальные гарантии граждан, выполнить свои социальные обязательства. Вот я с удовлетворением отмечаю, что правительству Российской Федерации удается, несмотря на определенное повышение расходов на оборонку, на это в сфере безопасности, мы полностью выполняем все свои обязательства перед гражданами. Целиком. Можно сказать, что этого недостаточно, хотелось бы больше. Где-то, вот сейчас вот из Коми говорили, на переселение больше денег направить и так далее. Но то, что государство обещает публично, все исполняет и будет исполнено. Что касается привязки к доллару. Вот есть определенные обязательства. Пенсии, заработные платы в бюджетной сфере, социальные пособия и т.д. и т.п. Значит, как правило, денег не хватает. К чему приведет привязка к доллару? Если есть национальная валюта, песо, есть такой инструмент, как, ну, немножко на инфляцию, там, увеличить инфляцию. Да, не очень хорошо, но все-таки это инструмент балансировки ситуации между здоровой экономикой и сохранением исполнением социальных обязательств. А если нет национальной валюты, уже ничего не подпечатаешь. Есть только один путь – сокращение бюджетных расходов на социальную сферу. Жесткое урезание уровня заработных плат, пенсий, пособий, расходов на медицину, на дороги, на то, на это, на внутреннюю безопасность. Другого пути нет. И в этом случае любое правительство ставит себя в очень сложные условия с точки зрения внутриполитической стабильности. Если такой выбор сделан нашими партнерами, это их
право, это сама страна определяет, что и как нужно делать. Значит, теперь, что касается нас, то вы говорите, мы отказываемся. Да не отказываемся. Нам просто проблемы начали чинить с расчетами в иностранных валютах. Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу. Ну, зачем они сокращают, значит, возможности доллара и евро как универсальных валют, как резервных мировых валют. Ну, прежде всего, доллары, конечно. Вот у нас в 2021 году, дай бог памяти, при обслуживании нашего экспорта использовалось 87% иностранной валюты. 87% совокупно, доллар и евро. Рубль был, по-моему, где-то на 11-13%. И юань где-то 0,4%. На сентябрь этого года такая картина. Рубль 40%, юань 33%, совокупное использование доллара и евро 24%. Было 87, стало 24. Зачем они это сделали? Это, повторяю, выстрелили себе в ногу. Плохо это для нас или нет? Да нет. Вообще, чем больше мы используем национальную валюту в экономических расчетах, в расчетах финансовых, тем лучше. Это повышает наш суверенитет и возможности наши. Да, от чего зависит курс? Ну, курс у нас плавающий, зависит от рыночных условий, от цен на наши экспортные товары, значит, и от растущего спроса внутри страны, а он растет. Есть еще один аспект. Кстати говоря, указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой, но отчасти это и на курс влияет, конечно, значит, он все-таки сыграл свою роль. С чем это связано? Связано с тем, что в прежние годы не нужно было никаких ограничений, потому что мы получали достаточно информации от тех стран, куда идет значительный объем нашего экспорта. И нам было понятно движение капитала. Теперь мы не получаем оттуда информации. Они для нас ее закрыли. Правительство, Центральный банк не видит, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры выручают от экспорта. И у нас возникло у ЦБ и у правительства возникло законное желание посмотреть, как рубли накапливаются, как они гуляют, куда, в каких объемах. В этом смысле такие элементы определенного контроля указ вводит, но я исхожу из того, что все нормализуется, это вносит временный характер. А в целом ситуация на финансовом рынке стабильная. Да, самое главное это вот обеспечить эту стабильность и предсказуемость. И, на мой взгляд, сегодня мы добиваемся этой цели. Давайте еще из зала один вопрос мы дадим. Вот тот сектор мы еще не брали. Значит, там, а можно там вот Кубань написано? Можно я тоже немножко поучаствую? Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Жмутский Максим, телеканал Краснодар, Краснодарский край. Владимир Владимирович, в этом году курорты Кубани побили очередной, и в этом году уже такой исторический рекорд. 17,5 миллионов туристов отдохнуло у нас в регионе. И это только летний период, сейчас идет активный зимний период. И, конечно, это колоссальная нагрузка на инфраструктуру, в первую очередь транспортную, с учетом закрытых аэропорта. Владимир Владимирович, есть ли на федеральном уровне планы по развитию транспортной доступности юга страны? Может быть, скоростные автомагистрали, ЖД-пути? И не могу не спросить, буквально вчера прошла информация, что 15 декабря, завтра, из Москвы пройдет тестовый полет в аэропорт города Краснодара. И если, дай бог, все пройдет хорошо, наш Краснодарский аэропорт откроют. Насколько это правда? Спасибо. Значит, что касается... Садитесь, пожалуйста. Что касается открытия аэропортов,
здесь главный критерий обеспечения безопасности пассажиров. Обеспечение безопасности пассажиров – абсолютный критерий при решении вопроса об открытии аэропорта. Это касается и аэропорта Краснодара. Хотя он так далеко от зоны боевых действий, такое поручение Министерство обороны имеет – постоянно анализировать и в конечном итоге принять решение. Если вот они сейчас к этому подходят, они мне доложат, ну тогда будем действовать. Ну, надо посмотреть, еще раз проанализировать. Что касается развития вообще путей сообщения, развития и авиационных средств передвижения, и железнодорожных, автомобильных, то все это развивается. Вы упомянули и про высокоскоростную дорогу. Да, она у нас планируется. Первый этап – это Москва-Петербург, но потом и на юг возможно развитие. И даже не только возможно, мы думаем об этом. Но на сегодняшний день нужно сделать главное, надо создать эффективную дееспособную структуру, которая бы этим занималась и сделала бы хороший бизнес-план, модель развития. Это все возможно, над этим и правительство, и инициаторы этого процесса думают и предлагают решения. Это и Сбербанк, это мэрия Москвы, ну и правительство, повторяю, включается в эту работу. Ну, конечно, вот если между Москвой и Петербургом будет 2 часа 15 минут, ну, знаете, внутри Москвы люди до работы добираются больше по времени. Это будет совсем другая история, совсем другое развитие. То же самое это касается юга страны, значит, Краснодара, вообще Кубани в целом, Ставропольского края, Ростовской области, да, и того же Крыма. Поэтому работа в этом отношении начинается. Надеюсь, что она будет эффективно развиваться дальше. Что касается теперь развития транспортно-пассажирских потоков, он увеличивается. Вот абсолютный рекордсмен – это перевозки пассажиров авиационным транспортом. 16 с лишним процентов, 16,4, по-моему, за год. На втором месте железнодорожный транспорт. Плюс 10,4, ну 10 с чем-то, 10,4%. Ну и автомобильные перевозки, автобусы, плюс где-то около 7,6, там, 5, 6,4. То есть объем пассажироперевозок существенным образом возрастает. Разумеется, все участники этого процесса должны подумать над ближайшим туристическим сезоном и должны сделать все, что от них зависит, для того, чтобы обеспечить интересы людей. Внутренний туризм развивается большими, хорошими темпами, и я хочу поблагодарить всех, кто работает в этой сфере, в том числе и тех, кто работает на Кубани, за повышение качества их работы. Надеюсь, что так будет дальше продолжаться. Давайте еще один вопрос. Еще один вопрос. Вот тут. Будьте любезны, вот сюда первый ряд дайте, пожалуйста. Вот сидит Лайф. Пожалуйста. Низ, самый низ, первый ряд. Да, спасибо. Владимир, здравствуйте. Александр Юношев, Лайф. Ну, мы все понимаем, что времена сейчас особые, столько военкоров в зале, можно сказать, военные, и спрос со всех особый, тройной. Но есть статьи Уголовного кодекса, которые писались в 90-е. По ним кому-то за убийство дают 12 лет, а кому-то за вымогательство в интернете прокуратура запрашивает 14. Как, например, тяжелобольной журналистки Александр Боязитовой, которую обвиняли в платном блоке на негатив против банкира Ушакова, внимание, из банка, обслуживающего гособоронзаказ. Но не с паяльником же она у него вымогала в гараже деньги-то. То есть вы как бы оправдываете ее действия? Я никого не оправдываю, я привожу чисто факты. Насколько вот ее деяния сопоставимы с такими огромными запросами прокуратуры? Не пора ли, может быть, уже переписать некоторые статьи Уголовного кодекса? Может быть, там поменять порог особо крупного размера? Где вообще та грань, когда наказывают настоящих вредителей, а когда начинается охота на ведьм? Спасибо. Ну, не перегибайте. Какая охота на ведьм? Что?
Я не знаю этой ситуации до деталей. Ну, что там охота на ведьм? А что она такого сделала, чтобы на нее охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? Чего такое она сделала, что на нее охотиться надо? Никто, уверен, на нее не охотится. Значит, есть, все юристы знают, дуралес лекс сет лекс, суров закон, но закон. Вы понимаете, вот когда вы сейчас говорите такие вещи, а я тоже слышу же, вижу, когда там за какое-то экономическое преступление там 14 лет, 15 лет, откровенно говоря, я сам немножко оторопел, когда об этом услышал. Я знаю об этом, вообще как-то перебор, как это очевидно. Но ведь и во многих странах экономические преступления в сфере налоговые преступления, в сфере антимонопольной деятельности, борьба с картелями, там еще складывают эти сроки, люди получают там запредельные какие-то сроки по 100 лет. Вот. Но это почему так происходит? Потому что общество и законодатель исходит из того, что на определенном этапе развития общества, экономики, общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующей адекватной, как считает законодатель, реакции по пресечению этой неправомерной деятельности. Вот этот конкретный случай, либо другие подобного рода. У меня, вот я вам честно скажу, как у гражданина, тоже вызывает вопросы. Но нужно же за решетку прятать человека на 14 лет. Там, или там, сейчас мне говорят про там, бывшего министра, ему там, чуть ли не 19 с лишним за определенные нарушения. Ну, как-то то, что он сделал, или то, что вот эта женщина сделала, плохо. Надо ли там 19,5 или 14 лет? Законодатель должен подумать. То, что над этим надо подумать, это верно. Пока закон существует, его надо исполнять. Помните замечательный наш фильм, который мы все любим, «Белорусский вокзал»? Там Папанов играет бухгалтера крупного советского предприятия. И он все время находится в конфронтации с молодым директором. Тот просит его какую-то инструкцию там нарушить. А герой Папанова ему отвечает: вот вы такой молодой, энергичный, может быть, вы правы. Но если вы правы, вы такой энергичный, идите и добейтесь отмены этой инструкции. А пока она действует, я буду ее соблюдать. В этом ведь тоже что-то есть. В этом стабильность правовой системы. И значит, понимание в обществе того, что чего стоит. И как общество оценивает содеянное. Но это не значит, что нужно вот упереться в это и ничего не менять. Ну, я с вами согласен и попрошу и законодателей, Государственную Думу еще раз это все оценить и соответствующим образом отреагировать. Я с вами согласен в целом. Владимир Владимирович, мы работаем в прямом эфире почти 2 часа. Предлагаю в традициях прямой линии немного разрядить обстановку. Пожалуйста. Наши граждане присылают разные вопросы, которые не укладываются в такие привычные темы. Ну вот, скажем, Ярослав из Санкт-Петербурга. Сейчас нашу страну и вас лично очерняют и оскорбляют в мире. Как вы думаете, в будущем житель какого-нибудь немецкого городка скажет: черт, а ведь Путин все делал правильно? Или вот, например, еще один вдогонку. Как вы переживаете стрессы, когда весь гнилой мир, в кавычках, против вас? А есть еще, играете ли вы в шахматы? Если да, с кем вы играли в последний раз и кто выиграл? И в длинные праздники, например, новогодние, чем порекомендуете заняться россиянам? Значит, много вопросов, да. Значит, немецкий Сначала город. про немецкого, да. Потом что? Как переживаете стрессы? Когда весь Когда гнилой все- мир против вас? Дальше. Как сохраняете мотивацию заниматься всеми Играете ли делами? вы в шахматы? Если да, то с кем в последний раз играли? Шахматы. И в длинные новогодние праздники что порекомендуете делать россиянам? Праздники. Значит, да, но почему только в немецком городе? Я, знаете, не только уверен, я знаю, что не только в немецких городах.
но и во многих других городах Европы и в Соединенных Штатах, да, я уж не говорю про другие регионы мира, очень многие люди считают, что мы делаем все правильно. Мы не боимся бороться за свои национальные интересы, не покушаясь на другие при этом. И это поддерживается очень многими людьми. Первое. Второе. У нас огромное количество сторонников в мире по защите наших традиционных ценностей. Огромное количество. И их число увеличивается кратно. В геометрической прогрессии растет. Значит, стрессы и так далее. Вот как... Или что помогает переживать вот то, что нас атакуют. Чувство долга. Я без всякого пафоса могу сказать. Вот я за многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное и делать все для достижения поставленных целей, не обращая внимания на всякую шелуху. Конечно, нужно, чтобы это поле зрения было, тем не менее, широким, надо все понимать, анализировать, но нужно уверенно идти к своей цели. Если ты уверен в том, что ты делаешь, а я уверен. Ну, по поводу шахмат, вы знаете, я с одним молодым человеком, я у него спросил недавно, сыграем в шахматы? Он говорит, давай. Я спрашиваю, как ты думаешь, я выиграю? Он на меня посмотрел так снизу вверх, говорит, вряд ли. Вот, ну, это говорит о чем? О том, что нужно постоянно работать над собой. Вот, и я постараюсь это делать. Да, и... Новый год. Но вы знаете, Новый год, мне кажется, что нужно больше уделить внимание близким, семье, позаниматься вместе, найти общее дело, такое, выставки, театры, спорт обязательно, активный образ жизни вести. И желательно провести его вместе со своими близкими людьми, с семьей. Стремительная реакция поступает уже на вопросы, которые поднимаются в ходе нашей программы. Вот уже позвонили сейчас в телефонный центр. Крымчане, которые учатся в школе губернаторов, готовы поехать и отремонтировать спортзал в Крыму. Вот такой же, в общем, стремительной реакции люди ждут, я думаю, что и вот на такой вопрос. Тема роста цен, она не нова, но в этом году точно совершенно есть новое проявление. Просто-таки массовые жалобы на подорожание конкретного продукта. И формулировки от людей такие. Очень грустно покупать яйца у нас в стране. Грустит Андрей Самойлов из Томской области. Анастасия Пластинина из Иваново спрашивает, эти яйца что, золотые куры несут? И вот еще видео вопросы из Краснодарского края. Смотрим. Добрый день, уважаемый, дорогой Владимир Владимирович, мой любимый президент. Я, Акопова Ирина Александровна, хочу к вам обратиться, чтобы вы повлияли. У нас яйцо десяток от 180 рублей до 220. Где и когда были такие цены? Куриная грудка была 165 рублей килограмм, на сегодняшний день 350. Крылышки были 165, на сегодня 250. Владимир Владимирович, но пожалейте пенсионеров. Мы же не получаем миллионами пенсию. Но наведите порядок, некому обратиться. Как плохо, что вы в год один раз, вот такой у нас сайт. Надо в год по 3 раза делать, чтобы люди могли к вам обращаться. Я вам очень благодарна и надеюсь на вас, что вы поможете. Уважаемая, дорогая Ирина Александровна, ну вот вы сказали 1 раз в год, но поверьте, мы вот совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Значит, они говорят, что у них все в порядке. На что я ему отметил, абсолютно честно говорю, прямо это прямая речь. Я говорю, а вот у граждан наших как-то есть проблемы. Рост
на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше. И на мясо куриное. Вы знаете, что произошло? Ну, у нас, вот я говорил, идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее. Спрос увеличился. Это относительно дешевый белок. И, в общем, популярный у граждан. Я сам с удовольствием яичницу ем. И в свое время вообще мог 10 сразу с утра навернуть. Вот. Но что произошло? Вот спрос увеличился, а объема производства нет. Первое. Второе. Вовремя не открыли импорт в должном объеме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные. А у нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии предлагают. Вот. Но вовремя не открыли. Сейчас нужно было вовремя решить вопросы в рамках Евразес. Решения приняты, по-моему, вот на днях. Во всяком случае, в декабре должны быть приняты. И ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь, потому что уже минимум 2 недели назад вот эти разговоры с Министерством сельского хозяйства имели место быть. Поэтому сожалею и приношу свои извинения на этот счет. Но это сбой в работе правительства. Я думаю, что связано еще, хоть и говорят, что это не так, но мне кажется так, вовремя не открыли импорт пошире. Ну, потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена. Владимир Владимирович, цены на ЖКХ тоже волнуют наших граждан. С такой горькой иронией констатируют, что свет в конце туннеля подорожал. Но на самом деле, конечно, здесь не до смеха. Многие видят некую несправедливость, что пенсии, например, проиндексируют на 7,5%, а тарифы на ЖКХ больше. Я предлагаю посмотреть видеообращение. Хорошо. Уважаемый Владимир Владимирович, в 2024 году нам, пенсионерам, повышают пенсию на 7,5%. В то же время с июня 2024 года у нас в Новосибирске планируется повышение тарифов ЖКХ от 9 до 14%. То есть практически сидят те 7,5% добавки к пенсии. Прошу обратить на это внимание. Предлагаю вам приложение к проекту постановления губернатора. С уважением. Вижу. Вот. Да, я, правда, по-моему, наш визави не представился, да? Владимир Аркадьевич Леонтьев. Угу. Владимир Аркадьевич, согласен, я посмотрю, как там, я вижу на экране, что с тарифами в Новосибирске. Обязательно посмотрим, проанализируем. Действительно, пенсии предполагается индексировать 7,5%. Это чуть, надеюсь, что это будет чуть, не ниже инфляции, надеюсь. Но на что хотел бы обратить внимание. Смотрите, мы проиндексировали за предыдущие годы, вот совсем недавно, по-моему, в декабре, да, 2022 года, да, проиндексировали на 10% пенсии, на 10 с лишним. Потом весной еще на 4 с лишним процента по инфляции. И вот с начала этого года еще будет одна индексация 7,5%. А тарифы не поднимали с июля прошлого года. То есть, и планируется с июня, планируется увеличение тарифов только в июле 2024 года. То есть тарифы не поднимались 1,5 года. За это время произойдет 3 индексации пенсий, которые в общем будут более 23%. Да?
Да, примерно так. Вот. Но, конечно, нужно все делать своевременно, и тарифы должны своевременно расти, мягко, и опережающим темпом должны расти доходы граждан. Есть еще одна вещь, на которую следует обратить внимание. Действуют правила в соответствии с законом, согласно которому, если расходы семьи на уплату ЖКХ превышают 22%, то семья имеет право на получение субсидий. И сотни тысяч людей воспользовались этой возможностью в прошлом году, в 2022. Ну и в этом, на самом деле, то же самое. В некоторых регионах этот порог еще меньше. Не 22%, а если семья тратит там 15, там, не знаю, 20%, уже положена субсидия. Но повторяю еще раз, посмотрим, что конкретно, какое соотношение этих параметров в Новосибирской области. Это я обязательно сделаю, обещаю. А вот разве это правильно, что за примитивную услугу, оплаты услуг ЖКХ, нужно еще платить комиссию банку? Много таких вопросов. Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И вот решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет. Новость, большая новость. Дмитрий Сергеевич. Давайте мы чуть-чуть забыли про зал. Давайте БАМ. Вот я вижу там БАМ. Вам помогут держать микрофон. Амурская область, город Благовещенск, ворота в Китай. Ирина Ворошилова, Амурская правда. Владимир Владимирович, вот такой у нас вопрос. Скоро, на следующий год у нас будет 50 лет с начала стройки века, да, так называли Байкало-Амурскую магистраль. И вот понимаете, какая несправедливость. Сегодня БАМ разделен между Дальневосточной и Восточно-Сибирской магистралями, дорогами. Вы не считаете, что пора вернуть БАМ на карту России? Тем более сегодня у нас такие стройки продолжаются по БАМу. БАМ-2, да, проекты прекрасные. БАМ-3, которые в сегодняшней ситуации очень важны нашей стране. А что значит ветераны... вернуть? Поясните, пожалуйста, что значит вернуть на карту России? Что это значит? А БАМа нет. У нас сегодня раньше была Байкало-Амурская магистраль. Она была, это участок. Его потом разделили, в 90-е годы убрали. Сегодня БАМ вообще разделен, часть трассы БАМа относится к Восточно-Сибирской дороге, часть дальневосточная, как такового участка нет. И вот БАМовское содружество, есть такая организация, в которую ходят сотни тысяч людей с постсоветского пространства. И они предлагают создать Байкало-Амурскую железную дорогу от Тайшета до Савгавани в составе ОАО «РЖД». Ветераны БАМа считают, что это позволит ускорить сроки реализации проектов БАМ-2, БАМ-3 и даст старт строительству новых железных дорог на востоке страны. Вы знаете, Очень... честно говоря, как-то никогда не обращал на это внимания. Я впервые слышу, что такая проблема существует, что вот он разделен между различными участками дороги. Ведь все это так или иначе все равно принадлежит РАО «РЖД». Но мне и Олег Валентинович, руководитель РАО «РЖД», никогда не говорил, что такая проблема есть. Но я, тем не менее, с ним переговорю. И с министром Савельевым переговорю, и с Олегом переговорю. Если они считают, что необходимо объединять, то пусть объединяют. Я не против. Я понимаю, но я понимаю, что выделить в одну линию, от, как вы сказали, от Тайшета до Савгавани. Я понимаю, но это сама РЖД должна инициировать, или Минтранс. Никогда никто не ставил этого вопроса. Пожалуйста. Значит, я переговорю с ними. И с министром Савельевым переговорю, и с руководителем РАО «РЖД», значит, переговорю. Но если это целесообразно, пусть делают. Я никогда против не возражал против этого. Первый раз слышу, что это существует. Сейчас, секундочку. Поможет ли это новому строительству? Это я тоже не очень понимаю, каким образом это может помочь строительству. Там постоянно у них, извините за моветон, терки идут, кому и сколько, и кто будет строить, на каких условиях.
Этим занимается вице-премьер Хуснуллин. Я в целом так отдаю себе отчет о том, что происходит. Надеюсь, работа идет и пойдет в тяжелых условиях тоже, но все цели будут достигнуты. Обязательно обещаю вам, что посмотрю на это. Я просто первый раз слышу, что такая проблема существует. Тем более, что если она от бамовцев исходит, ну, надо с уважением к этому отнестись, обязательно посмотрим. А 50 лет БАМа мы, конечно, должны как следует отметить. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Давайте уважать. Просто посмотрите, сколько вопросов. Затрагивалось. Можно? Да, сейчас, секундочку. А вот БРИКС, Татарстан, что у нас? Татарстан. Артур Халилулов, Татаринформ. Владимир Владимирович, как мы знаем, БРИКС пройдет в Казани. В связи с этим у меня два вопроса. Во-первых, какое влияние окажет саммит на изменение миропорядка, основанных на так называемых правилах? Ну, прежде всего, западных, как мы понимаем, да? И второй вопрос. Связан ли выбор Казани с тем, что столица Татарстана становится в последнее время неким дипломатическим хабом в отношениях с восточными странами и странами мусульманского мира? Спасибо большое. Да нет. Просто это связано с тем, что Татарстан развивается хорошо, а Казань один из наилучших примеров такого развития. Условия созданы хорошие. Значит, и прежний президент, и сегодняшний Миниханов работают хорошо. Мы видим результат. Я помню, я с Дмитрием Шаировичем приезжал, еще мы ходили в дома. Ну, вы знаете, меня тогда что порадовало? Домами это назвать нельзя было. Землянки, на самом деле. Это было в начале 2000-х годов. Землянки, в полном смысле этого слова. Но так чистенько, мы зашли в дом, там чистенько, все так прибрано, хорошо. Вот у меня до сих пор сохранилось это чувство уважения к людям, которые в таких скромных условиях жили и так все содержали на таком уровне, понимаете? Уровень внутренней культуры народа. Просто, ну, не то, что поражает, но вызывает уважение. Вот в этом проявляется и, думаю, что с этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, столицы Татарстана, города Казани. Прежде всего с тем, что он в хорошем состоянии, инфраструктура развита. Казань провела ряд крупных международных мероприятий, и спортивных, и общеполитических. Ну, он естественным образом становится центром притяжения. Если вам больше нравится слово хабом, пожалуйста, хабом. Но и Татар многонациональная, многоконфессиональная республика. Выстроены отношения между конфессиями должным образом. Хороший пример для, в принципе, всей страны. И вот с этим связан выбор Казани. Ну, а что касается миропорядка, основанного на правилах, нет таких правил на самом деле. Они меняются каждый день в зависимости от текущей политической конъюнктуры и сиюминутных интересов тех, кто об этом говорит. Как она повлияет на эту ситуацию? Повлияет в правильном направлении. Покажет, что есть в мире достаточно большое количество сил, мощных стран, которые хотят жить не по этим неписанным правилам, а по правилам, прописанным в основополагающих документах, к которым относится Устав Организации Объединенных Наций, и тех, которые руководствуются своими интересами и интересами своих партнеров. Никому ничего не навязывают, не создают никаких военных блоков, а создают условия для совместного эффективного развития. Вот этому будет посвящена и работа России как председателя в БРИКС в следующем году. А вот на каких самолетах мы полетим на этот саммит? Ведь вот именно по авиации был нанесен один из самых мощных ударов западных санкций, и быстро выяснилось, что наши авиакомпании, которых вот в прошлые годы вы лично буквально заставляли покупать российские самолеты, они, прям скажем, не горели желанием, теперь таки вот в очередь просто выстроились за этими самолетами. Но пока мы летаем в основном на иностранных, и людей беспокоит, безопасно ли это. Сейчас любое сообщение
сообщение о любом авиаинциденте воспринимается намного острее. И я предлагаю нам организовать сейчас видеозвонок. Максим Салтыков из Москвы. Максим, если вы нас слышите, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Максим. Я курсант летного училища гражданской авиации. И вопрос у меня такой. Что будет с нашей гражданской авиацией в условиях нынешней геополитической обстановки, в условиях действующих санкций, следствием которых является невозможность приобретения нашими авиакомпаниями как раз-таки западных самолетов? Потому что отечественные МС-21 и Ил-96 еще только сертифицируются и не скоро выйдут на большие объемы выпуска. А у тех самолетов, которые в данный момент летают в российских авиакомпаниях, ресурс будет неуклонно подходить к концу. И в этой же связи возникает еще одна проблема. Довольно малый процент выпускников устраивается на работу в наших авиакомпаниях, при том, что учебные заведения добросовестно и планово готовят нас к трудовым подвигам. Если подытожить, будем ли летать, Владимир Владимирович, и на чем? Спасибо. Будем, конечно, будем. Значит, что касается самолетов иностранного производства. Да, действительно, вот Павел сказал, у нас постоянно были споры с нашими компаниями, которые закупали без ограничений. Ну, условно без ограничений, но тем не менее слишком много, на мой взгляд, самолетов иностранного производства, аргументируя тоже понятными соображениями, экономичностью двигателя, значит, соблюдением требований по шумам международных организаций и так далее. Но аргументов много, но лучше бы все-таки своевременно озаботились созданием рынка для отечественной техники. Все время мы об этом говорили, так или иначе что-то сделать удалось в создании этого рынка, но действительно парк у нас воздушных судов очень перегружен, я бы сказал, самолетами иностранного производства. Я думаю, что наши компании поступили правильно, они не стали отвечать на всякие неправомерные действия со стороны лизинговых компаний. Но процесс, тем не менее, идет. Никому не хочется терять деньги, и часть этих самолетов мы выкупаем. Так что они становятся собственностью российских авиационных компаний. Но надо развивать собственное самолетостроение. И надеюсь, что все планы, которые мы имеем в виду, а мы планируем произвести свыше 1000 самолетов к 2030 году, своих собственных самолетов. Это МС-21, это, значит, переоборудование имеющихся воздушных судов нашими отечественными двигателями ПД. Значит, нужно выйти на производство следующего двигателя, более мощного ПД-35 с тягой вот такой, с мощной. Это даст возможность нам увеличить количество дальнемагистральных самолетов, в том числе Ил-96-400. Кстати, он уже пошел в работу в грузовом варианте. Он там подлиннее, чуть ли не на 12 метров. Так что работать нужно. И возможности для реализации всех наших планов имеются. Повторю еще раз. Надеюсь, что все эти планы будут реализованы. Будет на чем летать и специалистам, летчикам, и будет на чем летать пассажирам. Да, и, конечно, речь еще и о малой авиации для региональных рейсов. Зал закипает. Дмитрий Сергеевич, да, пожалуйста. Еще один вопросик. Вы знаете, я видел вот Нью-Йорк Таймс. Дайте, пожалуйста, Нет, микрофон. давайте мы сначала дадим Синьхуа, а потом Нью-Йорк Таймс. Да. Добрый день, Владимир Владимирович. Здравствуйте, очень рад вам задавать вопрос. Китайское информационное агентство Синьхуа. Меня Люкай зовут. Два вопроса к вам. Первый. Как мы знаем, Россия примет председательство в БРИКСе в следующем году. Как вы думаете, какое значение имеет взаимодействие и координация между Китаем и Россией в БРИКСе и в целом? Второй. Каковы ваши ожидания от развития китайско-российских отношений в следующем году? Спасибо. Ну,
Мы знаем, ну я тем не менее... Садитесь, пожалуйста. Мы знаем, и ну, я просто повторю, обязан это сделать. У нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий. В этом мы много раз говорили, что надеемся достичь в следующем году товарооборота в 200 миллиардов долларов. Он у нас будет в этом году уже не в следующем, а в этом свыше 200 миллиардов. Я думаю, что мы надо будет уже в первом квартале следующего года посчитать, но думаю, будет 220-230 миллиардов товарооборот. Ну, это уже такой приличный. Рост составит, у нас был в прошлом году 31% рост товарооборота, в этом будет 30% рост. Стабильно мы развиваем наши экономические связи, причем в самых разных областях. Что меня радует, это диверсификация наших отношений. Мы развиваем отношения и в сфере инфраструктуры. И мосты строим, дороги. Мы работаем в высокотехнологичных областях вместе. И будем дальше это делать. Значительный толчок в развитии наших отношений был дан в ходе и по результатам визита в марте председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпиня. Мы договорились о том, что мы будем развивать отношения по 8 магистральным направлениям. Подписаны соответствующие документы, и правительство Российской Федерации и Китайской Народной Республики активно включились в реализацию тех целей, которые были нами с моим другом, с другом нашей страны, председателем Си Цзиньпинем определены. Работа идет интенсивно, стабильно, надежно. Что касается БРИКСа и нашей роли, тоже здесь нового ничего не скажу, но этот вектор усиливается, а именно российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире. Мы видим, что происходит и вокруг России, и вокруг Китая, видим попытки Запада переключить на Азию и в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящие за рамки уставных целей этой организации, Североатлантического блока. Он же называется Североатлантический блок. Чего ему делать в Азии? Нет, тащатся в Азию. Провоцируют, там, накаляют обстановку, создают новые военно-политические блоки в разном составе. Сейчас не буду повторять, это все хорошо знают. Мы с Китаем ничего подобного не делаем. Да, мы сотрудничаем и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной, но мы никаких блоков не создаем. И наша дружба не направлена против третьих стран. Она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было. Вот то, что мы видим со стороны Запада, там они все стараются дружить против кого-то. Мы внимательно за этим наблюдаем и будем совместно, вовремя и эффективно реагировать. Сомнений в этом не должно быть ни у кого. И давайте «Нью-Йорк Таймс», уж коль мы обещали. Да, это «Нью-Йорк вот... Таймс», пожалуйста. Угу. Вот середина, да? Спасибо. Вот, Валерий Хопкинс, газета «Нью-Йорк Таймс». Уже почти год корреспонденты из западных СМИ не могли принять участие в таких мероприятиях. Я очень рада, что можем сегодня участвовать. Спасибо. Это Песков виноват. Но позвольте мне, пожалуйста, задавать человек вопрос. Открыт, демократический, убеждений и взглядов. Мы будем разговаривать об этом. А позвольте мне, пожалуйста, задавать вопрос по-английски. Пожалуйста. My colleague, Wall Street Journal correspondent Evan Gershkovich, has been held in Lefortovo prison without a trial for 37 weeks. His detention was today again, the extension on his detention was today again upheld. Paul Whelan, another U.S. citizen, has been in prison for nearly 5 years. A spokesman for the U.S. State Department, which considers both men wrongfully detained, recently said that Moscow had rejected what it called a substantial offer to return both of them to the United States. Is that true? What will it take to bring them home? And do you think that finding an agreement with the United States to bring them home to their families can be a way to improve the severely strained relations between the United States and the Russian Federation?
Thank you. Да, вы сказали, что вот ваш коллега, да, находится из австрийского, да, какого-то там издания, не знаю, ну, австрийский гражданин, да? Wall Street Journal. Окей, я понял. Находится в тюрьме без суда и следствия. И в то же время упомянули, что ему продлили содержание под стражей. Но если ему продлили содержание под стражей, то это сделано по решению суда. Так что сказать, что это без суда и следствия, некорректно. Вот. Что касается возможной выдачи этих граждан на родину. Ну, вы говорите, почему бы им не вернуться на родину? Почему бы им не совершать правонарушения на территории Российской Федерации? Но это все риторика. Но мы не то чтобы отказались их возвращать. Мы не отказываемся. Мы хотим договориться, и эти договоренности должны быть взаимоприемлемыми и должны устраивать обе стороны. У нас на этот счет контакты есть с американскими партнерами. И диалог идет на этот счет. Он непростой, но я сейчас не буду вдаваться в детали, но в целом мне кажется, что мы говорим на понятном для друг друга языке. Надеюсь, что мы найдем решение. Но, повторяю, и американская сторона должна услышать нас и принять соответствующее решение, такое, которое и российскую сторону устраивает. Но гуманитарные соображения, безусловно, должны лежать в основе этих решений. Здесь я с вами согласен полностью. Владимир Владимирович, тема сезонная, зима, пришли холода, все болеют, немного перескакиваем с темы на тему, но такой уж у нас формат. В общем-то, Роспотребнадзор фиксирует заболеваемость гриппом и коронавирусом одновременно. К тому же рекордный рост заболеваемости корью в этом году аж в 300 раз больше, чем в прошлом. И приходит огромное количество... В 300 раз. В 300 раз больше случаев, 30 чем раз? в 300. В 300 раз. Да, корь. И совершенно резонно наши граждане связывают это с нехваткой вакцины. Вот нам пишут, например, из Самарской области. В Самарской области вакцины от кори, краснухи и паротита нет уже больше 4 месяцев. Ну и вдогонку про лекарства добавлю. Огромное количество обращений от наших граждан, которые нуждаются в западных препаратах, которые ушли. Не все аналоги подходят, иногда они имеют, к сожалению, обратный эффект. Как в этом ключе наша фармотрасль адаптируется и получается ли все? Да, ну, что касается препаратов для иммунизации от кори, паротита, там, краснухи, ну, здесь тоже такой технический сбой на самом деле и вызывает сожаление. С чем он связан? Он связан, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Просто своевременно это не было сделано. Это первое. Второе, там все решения приняты, и я думаю, что прямо в ближайшее время проблемы такой не будет. Вы сказали там про паротит, там краснуху. Трехкомпонентная вакцина. Да, это вакцина, да, против 3 видов заболеваний. Но я думаю, что это все будет решено в ближайшее время. И в целом у нас нет вопросов с вакцинацией, с вакцинами. Вот возникла, она будет решена в ближайшее время. Первое. Второе, кстати говоря, такой всплеск заболевания в мире по кори, он во всем мире 1 раз в 4 года залетает. Но с чем связано? Ну, к сожалению, это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, и с Украиной. Потому что с Украины у нас тоже миллионы людей к нам переехали с Украины. Но на Украине иммунизация находится на очень низком уровне. Находилась, сейчас, наверное, еще ниже, и это тоже реальная проблема. Ну и плюс вот наш
технический сбой у самих. Мы, надеюсь, так мне говорили и говорят наши специалисты, все это будет решено. Да, что касается ухода с нашего рынка ряда компаний, это проблема. Там, правда, среди этих препаратов жизненно важных, там, по-моему, 14, что ли. Но промышленность работает активно. Никакого импорта мы не закрываем. Наше Министерство здравоохранения, правительство видят эти проблемы. Создана специальная комиссия по импортозамещению. Она работает и заверяет меня в том, что они, понимают, что происходит, делают и сделают в конечном итоге все для того, чтобы обеспечить интересы людей, которые нуждаются в тех или иных препаратах. Что касается замены, да, бывает и так, что что-то не подходит, надо искать. И промышленность должна работать, и врачи должны над этим работать. Часто ведь бывает это чисто психологически, что человек привык к определенному лекарству. Но это важно. Даже психология очень важна. Человек верит в это лекарство или не верит. Я это понимаю. Но и по импорту будем закупать, и будем сами производить. А объем нарастает. Медицина в состоянии первичного звена остается острой темой. Много вопросов даже из крупных городов про то, что к узким специалистам не попасть, что не хватает врачей, санитарок, вал обращений из поселков и сел. Давайте позвоним Егору Перминову из Свердловской области, поселок городского типа Рефтинский. Егор, если вы нас слышите, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Егор. Я из Свердловской области, поселок Рефтинский. Наша беда и проблема заключается в здравоохранении, точнее в его отсутствии. Власти активно занимаются благоустройством территорий, но не больницами. Они в полной разрухе. Нехватка оборудования, зарплаты у персонала оставляют желать лучшего. Большая часть ремонта еще советская и разваливается на глазах. В таких условиях мы не можем получить нормальную медицинскую помощь. И просим вас нам помочь. Спасибо. Это откуда? Из Свердловской области. Ну, я посмотрю обязательно, что конкретный, какой конкретный населенный пункт. Поселок Рефтинский, недалеко от Екатеринбурга, насколько я помню. Дайте мне потом, да, чтобы... Я сейчас запишу. Рефтинский, да? Да. У нас существует же программа оздоровления первичного звена здравоохранения. И средства направляются туда очень солидные. Одних автомашин, там, по-моему, 14 тысяч передали. Вот. Но строится ФАП, обновляются. Наверное, этого недостаточно. И, кстати говоря, мы обязательно продлим. Это тоже будет одной из частей будущей президентской программы. Продление программы первичного звена здравоохранения. Вот кадры из этой больницы как раз сейчас. Продление программы первичного звена здравоохранения. Немало сделано, на самом деле. Ну, судя по тому, что сейчас мы видим, явно недостаточно. Хочу еще раз сказать, мы проблему это понимаем, не случайно. Программу создали специальную по первичному звену здравоохранения. Будем ее продолжать. Здесь очень важно уделить особое внимание, конечно, в программе, кстати говоря, так и прописано, особое внимание сельской местности, населенным пунктам на селе. Туда уходит чуть больше половины всех средств, выделяемых на развитие первичного звена здравоохранения. Так и будем делать дальше. Оно по конкретному объекту мы, конечно, поработаем. Спасибо. Давайте снова вернемся к журналистам. Давайте вот, вы знаете, я вот с этой стороны, Владимир Владимирович, вот здесь Арти есть. Арти давайте дадим, потому что они совсем с краю сели, кто их не заметит. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Владимир Владимирович, телеканал Rush Today, Мурат Газдеев. Вопрос особенно больный для нас, как международный канал, да и для нашей страны, как многонациональной страны.
Владимир Владимирович, как вы оцениваете растущий национализм, как и в России, так и во всем мире? И не только национализм, но и антисемитизм. Я просто отмечу, что на фронте такой проблемы нет. У нас в окопах, в блиндаже крохотно могут сидеть еврей, христианин и мусульманин, и все у них хорошо. А выезжаешь, это как и в России, так и во всем мире. Почему-то это растущая проблема. Что делать, Владимир Владимирович? Вы знаете, вот последние исследования в ЦИОМа, по-моему, они вот о чем говорят. 96% граждан России считают межконфессиональное и межнациональное согласие в нашей стране огромным конкурентным преимуществом перед другими частями света. Огромным. Так оно и есть. И это происходит прежде всего потому, что мы, вот сейчас с этой стороны зайду к теме наших традиционных ценностей, потому что мы к ним обращаемся, к нашим традиционным ценностям. А традиционные конфессии вносят огромный вклад в сохранение вот такой ситуации и взаимоотношений между представителей различных этносов и религий. Что касается роста исламофобии, антисемитизма, русофобии и прочих проявлений подобного рода, то да, они действительно имеют место к росту, и тенденция к росту есть. Вы знаете, связано с чем, на мой взгляд? С тем, что люди сталкиваются с какой-то несправедливостью. Вот смотрите, что в Газе происходит. Во всем исламском мире определенная реакция и рост в этой связи количества людей, думающих радикально. Этот рост очевиден. Количество таких людей возрастает. Ну, ничего здесь хорошего нет, а все-таки это результат политики определенных элит. И не решение в течение десятилетий вопросов отсутствия справедливого решения палестинской проблемы. Реакция исламского мира, а потом рост этих фобий антиисламских. Это очень плохо. В нашей стране, я уже сказал, огромную роль играют и конфессии, и обращение к нашим традиционным ценностям, но все-таки не последнюю роль играет и то, что мы все-таки проводим взвешенную и внутриполитическую политику, и политику на международной арене. Мы все-таки то, что можем делать, мы делаем для достижения справедливости по всем этим направлениям. И мне думается, что все-таки люди это оценивают. Именно поэтому у нас и создается такая обстановка. Ну а что касается русофобии, то это один из векторов борьбы с Россией, одно из направлений. Ну, да, в мире это есть. Мы у себя должны делать все для того, чтобы ничего подобного у нас не возникало. И пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Мы так и будем делать. Вот ТФ-1, да, это французская, да, компания? ТФ-1, середина сектора. Jérôme Garraud for TF1, TF1, the French TV. Mr. Putin, you have been in contact for a very long time with Emmanuel Macron. Could you tell us how do you perceive France and its president today? Do you plan to meet him once again? On what terms? Да, у нас были достаточно хорошие, добрые, рабочие отношения. Я, как вы знаете, и во Франции бывал. Господин Макрон приезжал в Россию. У нас всегда была насыщенная повестка дня, касающаяся двухсторонних отношений и международных вопросов.
Мы готовы и дальше взаимодействовать с Францией. Но с какого-то момента президент Франции прекратил с нами отношения. Не мы же прекратили, не я прекратил, это он прекратил. Если интерес есть, пожалуйста, мы готовы. Интереса нет, мы обойдемся. Вот и все. Ничего здесь такого необычного нет. Мы не уклоняемся от этих контактов. Но если европейские страны и президент Франции, в частности, не желает с нами общаться, ну, нет. На нет и суда нет, как у нас говорят. Ну, у нас есть чем заниматься. Если интерес есть, мы готовы. Да, пожалуйста. Владимир Ильич, вот здесь «Комсомольская правда», Владимир Ильич. Давайте Магаданскую область, это... Да, давайте. Отдайте Магаданскую. Только у меня просьба, да, у меня только просьба, давайте так громко не будем о себе больше заявлять. Иначе какофония начнется, вообще будет трудно разобраться. Извините. Ну, как показала практика, это бывает, да, работает. Это помогает. Александр Орлов, Колыма Плюс, Магаданская область. Здравствуйте, Владимир Владимирович. В первую очередь хотелось бы отметить, что Магаданская область всецело чувствует на себе поддержку правительства страны, в частности, потому что мы видим реализацию федеральных проектов на территории нашего региона, что положительно сказывается на его развитии, и в том числе положительно сказывается на отношении нашего населения к президенту, в том числе и моего отношения, если честно. Мы все поддерживаем ваше решение выдвинуться в следующем году на выборы, потому что, сколько я себя помню, вы всегда у власти, можно и так сказать. Спасибо большое. И, наверное, стоит перейти к вопросам. Первый вопрос. Для нашего региона очень важна связь с Большой землей. И к тому же мало кто из жителей Дальнего Востока и Магаданской области, я думаю, что мои коллеги из Дальнего Востока согласятся, проводят свой отпуск в своем регионе, то есть дома. Тут и возникают сложности. Магадан имеет 3 субсидированных направления. Это Петропавловск-Камчатский, Благовещенск и Москва. Но такие важные направления, как Хабаровск, который рядом, и Новосибирск, не входят вот как раз в субсидии. Из-за этого одно путешествие до конечной точки может занимать более суток. И к тому же это может и по карману не слабо ударить, потому что до Москвы добраться намного дешевле, чем до Хабаровска, который соседний. Таким жителям Магаданской области, как, скажем, я, у которых нет ни детей, ни инвалидности, у кого уже возраст прошел к льготам, все, и мне уже не 22, я не могу летать как молодой, перспективный. Детей, заводите детей. Я согласен с вами, вот да. Путь Я работаю над решения этим. проблемы и доступа к плоским тарифам. Да, но у нас есть дальневосточные тарифы. Симпатичный молодой человек. Ну чего? Спасибо. Возможно ли расширить список субсидированных направлений для дальневосточников при условии, что это может и помочь развить туризм в нашем регионе, летать по Дальнему Востоку по субсидиям? Это первый вопрос. И второй. Думаю, что все, кто тоже с Крайнего Севера, с Дальнего Востока, знают, что мы к зарплате получаем еще и северные надбавки. Это ни для кого не секрет. И в каждом регионе максимальный коэффициент набирается по-своему. То есть, но в целом нужно отработать около 5 лет, чтобы получить максимум. Так вот, загвоздка в том, что мы, люди, которые родились и работаем на Дальнем Востоке, точно так же наравне с приезжими специалистами нарабатываем себе этот коэффициент, не получая его сразу. Возможно ли вернуть тот законопроект, который был, то есть раньше получали те, кто родились на Дальнем Востоке, на Крайнем Севере, сразу все коэффициенты. Возможно ли вернуть вот этот законопроект? Спасибо. Вы знаете, вопрос понятный, он обсуждается в правительстве, и я бы вот так и сделал. Я бы не стал там ждать срока прохождения, там, проживания, работы. Это закрепляло бы людей на Дальнем Востоке. Что выгодно стране, нужно России. Это вопросы просто бюджетной обеспеченности и возможностей бюджета федерального. Но мы над этим будем думать, и я еще раз попрошу правительство вернуть это в повестку дня. Что касается плоских тарифов, ну, тоже связано. Во-первых, я хочу сказать, что они будут продлены. Это обычно делается в конце года, после моих консультаций с Аэрофлотом, прежде всего, с другими компаниями, с Министерством транспорта. Мы продлим
безусловно, плоский тариф. Конечно, я вас понимаю, хорошо бы их расширить. Это тоже вопрос просто бюджетного финансирования дополнительного. Ну, посмотрим, хорошо? Но продлим это точно. Хотя я понимаю, что там регион колоссальный, он захватывает просто этот Дальний Восток, он захватывает. Это отдельный мир целый. И там, конечно, на таких больших расстояниях даже внутри перемещаться непросто. Я понимаю. Мы посмотрим, хорошо? Спасибо большое. Владимир Владимирович, еще один вопрос. Вот Великий Новгород. Сейчас, извини. А Великий Новгород. Девушка так взяла, как будто она к этому не имеет отношения. Первый ряд, да. Удивилась. Первый раз повезло. Здравствуйте. Наталья Хмелева, Новгородское областное телевидение. У нас вопросы сферы здравоохранения. У нас в регионе последние годы ситуация улучшается, и оборудование закупается, и меры поддержки молодых специалистов тоже принимаются. Но все равно ключевое, очень такая значительная часть смертности приходится на сердечно-сосудистые заболевания. А в связи с чем у нас вопрос тоже по федеральной программе. Может быть, можно создать федеральную программу по строительству кардиоцентров в регионах? Вот в нашем регионе бы он очень пригодился. Я думаю, что другие регионы тоже бы нас поддержали, но без федеральной помощи, к сожалению, мы сделать этого не сможем. Спасибо. Спасибо. Но я переговорю, конечно, с Андреем Никитиным, с губернатором и с Минздравом. Не знаю, нужно ли создавать отдельную программу именно по кардио. У нас, да, есть у нас отдельная программа по онкозаболеваниям, работает хорошо. Но кардио – это одна из действительно проблем и одна из причин смертности высокая. Это кардиозаболевания, кардиососудистые заболевания. Но посмотрим обязательно. Но первое, что нужно сделать, это, я уже сказал, продлить, безусловно, программу, связанную с развитием первичного звена здравоохранения. И, может быть, там предусмотреть отдельные направления, которые бы обеспечило сохранение здоровья людей известного риска. Своевременное выявление, диспансеризация, и принятие последующих решений. Посмотрим. Кардиозаболеваниями Минздрав занимается очень напряженно, и количество, по-моему, даже летальных исходов уменьшается. Я услышал, что вы сказали. Посмотрим. Александр Гамов, «Комсомольская правда». Да, пожалуйста, Саша. Дайте микрофон. Спасибо огромное. Александр Гамов, радио, сайт и газета «Комсомольская правда». Вам огромная благодарность, что вы поддержали инициативу Сережи Зенина, военкора, который сейчас находится в Донбассе, и он предложил авторитет, знания и опыт и подвиги участников СВО в мирных целях использовать. Я имею в виду, чтобы это не пропало в той работе, которая проводится по патриотическому воспитанию нашей молодежи, наших детей. А вопрос у меня такой. Первый. Зачем, на ваш взгляд, Владимир Владимирович, нам потребовался новый учебник истории? Ведь история, она сама идет, и какая разница, истории, какой мы учебник ей придумаем? Это первое. Второе. В следующем году мы с вами будем отмечать 80-летие полного снятия блокады Ленинграда, 10 лет события, когда Крым приплыл в свою родную гавань, как вы это сказали. В 2025-м 80 лет победы в Великой Отечественной войне. И лично для вас, в личном плане, что означают каждое из этих событий. И попутно, коль уж мне микрофон дали, в 25-м году 100 лет «Комсомольской правде», и мы вас приглашаем на юбилей, и, может быть, скажете Дмитрию Сергеевичу, чтобы он это внес в график, и мы будем с нетерпением вас ждать. Спасибо. Спасибо за приглашение. 25-й год еще не так скоро, рядом, с исторической точки зрения. А в жизни человека это немалый срок. Но я постараюсь. Бог даст, все будет нормально. Спасибо большое. По поводу этих юбилейных дат, они
Извините. Кондиционеры шуруют. Значит, по поводу юбилейных дат, о которых вы сказали, я думаю, что не для меня, это для всего российского народа. Даже для всех народов бывшего Советского Союза имеет огромное морально-нравственное значение. Огромное. Ну, и почти для каждой российской семьи это имеет и личное измерение. У меня, например, на Пискаревском кладбище в Петербурге, как известно, в братской могиле мой старший брат лежит, которого я не видел никогда, конечно, потому что родился гораздо позже. Но, тем не менее, это тоже имеет значение для меня лично, в личном плане. Вот. Ну, а первая часть – это о чем? Да, я слышу. Слышу. Я вас просто поблагодарил вот от имени комсомолки, что вы поддержали Сережу Зенина, известного военкора, ВГТРК, который сейчас в Донбассе. И он сказал, что вот этот капитал, вот эти вот ребята, бойцы СВО, их нужно в мирных целях использовать, то есть, чтобы они пошли в школе. Вот я помню, у нас военрук был, участник Великой Отечественной войны. Он олицетворял собой всю государственную программу по патриотическому воспитанию. Ну, я уже сказал. Спасибо. Добавить-то нечего. Войны выигрываются учителями, поэтому воспитание, особенно теми, кто напрямую принимал участие в боевых действиях, рисковал своей жизнью собственной, за Родину воевал, но это особое значение имеет. Тут я на юрфаке учился, и у нас в Ленинграде, у нас были преподаватели, участники Великой Отечественной войны. Имею так внимательно и с особым уважением относились к тому, что они говорили и как они себя вели. Вот это самый лучший пример. Поэтому, безусловно, будем ребят использовать. Точно новое для пресс-конференции. Еще про учебник, да? Ты про учебник, да, вот, Саша, про учебник. Да, понятно, почему там новый учебник. Но их было, я понял. Значит, но их же было 60 с лишним версий, по-моему, учебника. 65. И во многих учебниках для российской аудитории будет понятно, сейчас мы только говорили про наши юбилейные даты, связанные с Великой Отечественной войной в том числе. Во многих учебниках там все что угодно было, в том числе активно описывалось значение Второго фронта, открытие Второго фронта. Только не было ничего сказано, или почти ничего не говорилось о значении битвы под Сталинградом. Но это разве нормально? Конечно, нам нужна какая-то такая фундаментальная государственная версия, которая должна быть доведена до всех тех, кто читает этот учебник. Потому что, как известно, сегодня ребенок, завтра гражданин. Это чрезвычайно важно. Поэтому, да, и учебник был нужен. Кстати, мне известно, что и вопросы возникают, и даже критика возникает. Нормальное дело. И пускай научное сообщество, педагогическое вместе, кстати говоря, вместе с привлечением родительской общественности, думают над этим, развивают, вносят какие-то изменения с учетом реалий и сегодняшнего дня, с учетом мягкого, благожелательного и доброго подхода и к всяким сложностям исторического характера в истории нашей страны. А у нас, так же, как в истории любой страны, проблем хватало внутренних. Поэтому нужно очень интеллигентно к этому относиться, доброжелательно. Но все эти учебники, они должны соответствовать истине. Они должны быть правдивыми.
а не обслуживать чьи-то интересы, как у нас это было. Так вот, точно новое для прямых линий пресс-конференции. Люди практически перестали жаловаться на состояние общероссийских дорог. Даже нахваливают их. Мы совсем скоро ждем открытия трассы Москва-Казань, потом будет продолжение строиться. Построен уже обход Ростов-на-Дону, трасса до Петербурга. В общем, реально сделано очень многое. Но вот про новые платные дороги люди интересуются. А чего так дорого-то? Чего цены такие высокие за проезд по ним? Звоним Сергею Викторовичу из Москвы. Сергей Викторович, задавайте вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Сергей Викторович, я из Москвы. И мой вопрос по тарифам на проезд по долгожданной трассе М12 Москва-Казань. Тариф на недавно открытом участке данной трассы для легкового автомобиля составляет сейчас в среднем 7 рублей за километр. А стоимость проезда Москва-Казань ожидаем около 6 тысяч рублей. Что для большинства автомобилистов, конечно же, весьма дорого. Год назад автодором называлась цифра 4 рубля за километр, и стоимость проезда всей трассы Москва-Казань от 3 до 4 тысяч рублей. Разумных, я считаю, 3 до 4 тысяч рублей. Владимир Владимирович, пожалуйста, рассмотрите возможность дать соответствующим ведомствам поручение пересмотреть тарифы на проезд по М12 в сторону уменьшения, чтобы она стала доступной по стоимости для широкого круга автомобилистов. Большое спасибо. Сергей Викторович, да? Да. Угу. Да. Да. Сергей Викторович, ну, я, честно говоря, не знаю, откуда такая вот цифра-то 6 тысяч Москва-Казань. Это что уже... Ну, вот смотрите, 2800 Москва-Арзамас умножаем на 2, получаем 5600 Москва-Казань. Ну, может быть, не на каждом участке будет одинаковая стоимость, потому что вот я знаю, что цифра должна быть, ну, не 4-4,5 тысячи. Я проверю. Но мне кажется, что это вот просто такая прямая арифметика здесь не очень, может быть, работает. Но я проверю, Сергей Викторович, я обещаю вам. Спасибо. Обязательно Спасибо. посмотрю. Но вот смотрите, до Крыма сейчас доехать меньше 4000 рублей, хотя до Крыма путь весьма не близкий. До Питера меньше 4000 рублей. Поэтому как-то хотелось бы, чтобы Казань тоже не была исключением среди вот этих направлений. Как хорошо, что москвичи заботятся о Казани. Видите, все у нас очень Казани очень много связано. Гармонично все развивается. Вот есть такая забота. Вот. Но, повторяю, я не очень понимаю, почему 6 тысяч возникло, потому что действительно обещано было 4. Я сказал около 6 тысяч, извините. Я понял. Но вот по моим данным это должно быть не больше 4,5. Проверю обязательно, Сергеевич. Вот. Ну, а так Хорошо, в целом... спасибо большое. Да, Спасибо а так в целом ну, платные дороги, они платными могут быть только тогда, когда есть альтернативные пути, так по закону. Вот, поэтому всегда есть возможность не платить и проехать бесплатно. Ну, там свои сложности. Вот, но все-таки дорожники стараются делать так, чтобы ну, чрезмерной нагрузки финансовой не было. Вот в той же Казани вы упомянули, там, по-моему, южнее Казани, там мост сейчас мы построили, а до сих пор паром работал. Паром стоил 300 рублей, а по мосту будет проехать где-то 270, по-моему, или 260. То есть чуть-чуть, но подешевле. Вот на это обязательно и буду настраивать дорожников, соответствующие службы дальше. Но я проверю, Москва-Казань проверю. Владимир Владимирович, раз уж про дороги заговорили, вот мы с Павлом, когда ехали на программу, ну невозможно не обратить внимание, пробки, час пик, огромное количество китайских автомобилей, просто настоящая экспансия. И эксперты говорят уже, ну что буквально 60% нашего рынка, можно сказать, захвачено китайскими автомобилями. Мало того, что они не дешевые, но так и наши, в общем-то, им подстать. И многие граждане пишут, задают вполне резонный вопрос, почему ценник на продукцию АвтоВАЗа улетел в космос. Ну, не в космос, он улетел, по-моему, процентов на 40. Ну, практически не осталось уже машин, которые вот такого среднего класса до 1 миллиона рублей практически ничего невозможно найти. Ну, согласен, да, согласен. Но 40% тоже много, я понимаю. Ну, связано с чем? Здесь мне объяснять, мне кажется, не нужно, и так всем все понятно. Но, тем не менее, скажу, если такой вопрос есть. Конечно, когда европейские бренды ушли из России, европейские, японские, южнокорейские, то
Здесь несколько вопросов возникло. Ну, и, конечно, они с компонентами ушли. Возник вопрос развития собственной базы. И, ну, АвтоВАЗ, надо сказать, что с количеством он справляется. Но чем больше будет, тем меньше будет цена. И определенные издержки все-таки связаны с тем, что так или иначе все-таки производитель добывает эти самые импортные компоненты, но уже по другой цене. И это ведет к удорожанию. Плюс к этому еще небольшое количество. Чем больше, тем дешевле. Вот АвтоВАЗ идет по этому пути. Надеюсь, что это приведет к снижению цен. Но самое главное создавать свои собственные платформы и их развивать. Но у нас и АвтоВАЗ, и другие производители так и делают. Это требует времени. И очень хочу надеяться, даже уверен, что так и будет, и цены пойдут вниз. Ну и вторая очень важная задача – это создание своей компонентной базы. Потому что у нас мы передоверились нашим так называемым партнерам, и вот эта отрасль автокомпонентов у нас практически была утрачена совсем. Поэтому надо ее воссоздавать. Минпромторг этим занимается. И задача решается. Я стараюсь так очень аккуратно говорить, потому что скажешь... Не обнадеживать. Да, скажешь завтра, а завтра не успеют сделать. Вот сказал, обещал, не сделали. Но я вас уверяю, работает Минпромторг над этим очень активно, и производители активно работают. Уверен, что они добьются результата. Ну и Лада Гранта вроде все-таки дешевле миллиона. Ну, да, можно там модель найти. не самая, конечно. Но все равно новая, рост под 40%. Так почитаешь, у нас только на Аурусах хотят все ездить. Вот было несколько сообщений. Аурус совсем очень дорогой. Но он же совсем в небольшом количестве производится. Сейчас начали даже производить за границей производить. В Эмиратах начали производить. Там сборка осуществляется Аурус. Ну, вот нашим друзьям в Эмиратах нравится эта машина, наряду с другими производителями. У нас целая линейка Аурусов. И лимузины, и седаны, и джипы, и автобус будет. Вот все это есть. Но это нужно начать, в конце концов, производить серийно. И тогда сразу цена будет уходить. Но это время нужно для этого. Дмитрий Сергеевич, передаем эстафету. Да. Но во всяком случае, вы знаете, что бы хотел подчеркнуть? Вот те, кто думали, что у нас все рухнет, они, думаю, разочарованы. Ничего не рухнуло. Что касается китайских автомобилей, да? Вот наши китайские друзья, они знают, что происходит. Это характерно не только для России. Китайские производители очень активно ведут себя на мировых рынках и уже начали вытеснять и европейских производителей, в том числе на европейском рынке. Там автомобильные города, посмотрите, что там происходит, Вольсбург и так далее, в Германии. Там ситуация, к сожалению, для них ухудшается. Еще идут все больше и больше, и продаются все больше и больше электромобилей и так далее. Там открываются американские заводы, где интересы европейских, в частности немецких автопроизводителей, непонятно. Там в свое время, несколько лет назад, атака была предпринята в Соединенных Штатах против Volkswagen. Ну и что? Ущерб колоссальный нанесли. И что, как правительство защищает автопроизводителей, традиционно мощных немецких, вообще европейских автопроизводителей? Да никак. Бросили их там на произвол судьбы и все. А китайское правительство работает активно, поддерживает своих автопроизводителей, и они вытесняют с рынка европейцев. Это происходит не только в России, и все-таки цена и качество растет. И цена-качество все-таки дает возможность выбирать и нашим автолюбителям то, что они хотят. Ну,
будем работать все вместе. Вот молодой человек прямо напротив меня руку поднял. Возьмите, пожалуйста. Да, вы. Нет. Добрый день, Владимир Владимирович. Я Меня зовут Андрей нет, Клименюк. но уже поздно. Ну ладно. Извини, пожалуйста. Ну, пожалуйста, прошу. Задавайте вопрос. Можно? Прошу прощения. Андрей Клименюк, ГТРК «Славя», Новгородская область, Великий Новгород, соответственно. Мой вопрос касается электросетевого комплекса региона. Линии электропередачи, возведенные еще в послевоенные годы, сильно устарели с тех пор. Процент износа ЛЭП сейчас составляет около 70%. При малейшем снегопаде без света могут оставаться целые районы, где живут, соответственно, тысячи жителей Новгородской области. Так было в декабре 2021 года. Тогда несколько районов сидели без света по 2-3 недели. Губернатор Андрей Никитин обращался к вам с просьбой посодействовать повышению надежности электросетей. Вы его обращение поддержали. Через полгода, в 2022 году летом, было подписано соглашение между правительством региона и компанией Россети. На эти деньги планировали выделить 6 миллиардов рублей, и на эти деньги планировали обновить линии электропередач и закупить необходимую технику. С тех пор прошло больше года, но ничего не изменилось. Соответственно, хотелось бы узнать, как скоро энергетики начнут исполнять ваши поручения, а Новгородская область дождется обновления электросетевого комплекса. Спасибо. Россети работает достаточно активно по всей стране. Что конкретно было запланировано, там 6 миллиардов. Я, честно говоря, не буду врать, я не знаю, что Россети планировали. Но узнаю, посмотрю, обязательно переговорю с руководством Россетей и с губернатором. Постараемся помочь, поддержать реализацию этих планов. Но сетевое хозяйство в России огромное, имею в виду нашу необозримую территорию. Но это же европейская часть, и сбои были, снега сейчас тоже у нас серьезная снеговая нагрузка, тоже сильная. Сколько они планировали выделить, у них планы же существуют такие по регионам, по территориям. Я выясню, и мы с Андреем Никитиным обязательно переговорим на этот счет. Постараюсь помочь, поддержать. Да, молодой человек. Да. Сейчас. Там был молодой человек, да. Пожалуйста, прошу. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Александр Зарубин. Многомиллионная аудитория знает меня как Александра Стоуна. Я являюсь артистом «Газпром Медиа Холдинга», также резидентом продюсерского центра «Инсайт Люди». Представляю блогерскую блогосферу вообще. И сейчас эта сфера очень сильно развивается, особенно в последнее время, набирает прям такие сумасшедшие темпы. Различная информация, различные новости, разные площадки открываются, какие-то площадки закрываются. Хотелось бы услышать ваше мнение касаемо вообще будущего нашей сферы и что, вот, например, лично я могу сделать для того, чтобы мы продолжили работать, развиваться, творить, и наша работа была полностью прозрачна, и к нам не было никаких, наверное, вопросов. Если нет вопросов, о чем разговор? Значит, это же свободная сфера такая, она максимально демократизирована. Здесь главное, чтобы государство не мешало. Если государство в чем-то мешает, скажите, стараемся поправить. А если все развивается так, как вы считаете нужным, ну, дай бог здоровья всем, мы будем и дальше создавать такую атмосферу, такие условия для развития блогосферы. Единственное, что, чего бы хотелось пожелать, чтобы это, мы понимаем, что ответственность на людях, которые в этой сфере работают, колоссальная. Именно потому, что контроля-то такого со стороны государства нет. Но надо исходить из такой корпоративной этики и самоограничения. Вы понимаете, что я имею в виду. Вот поэтому это касается морали, нравственности, безопасности детей, понятно. Поэтому это лучше, когда профессиональное сообщество организуется, вот, так же, как в сфере высоких технологий это делают и так далее. Но если есть какие-то пожелания, пожалуйста, вы их сформулируйте, мы постараемся отреагировать. Сейчас отдайте я слышу, да. Наверное, в силу того, что есть многие ребята, которые набираются популярность
развивалось очень быстро, и нету таких людей рядом, да, которые имеют какой-то большой опыт вообще в жизни в целом, в построении там бизнеса, которые могут тебе объяснить банальные вещи, как платить налоги, как зарегистрировать ИП. К сожалению, много молодых ребят в этой сфере, и они даже, вот как вы правильно подметили, не чувствуют эту ответственность. Хочется, наверное, просто, чтобы нам, наверное, вот большинству людей, кто работает в этой сфере, немножко просто подсказали, направили, и дальше мы также ответственно бы относились к работе и продолжили творить. Так, чтобы было на кого опереться, и кто мог бы профессионально и грамотно что вот подсказать. Хорошо, это, кстати говоря, это очень важно. И вы обратили внимание на то, что должно быть, безусловно, одним из приоритетов даже государства. Я услышал. Спасибо большое. Дмитрий Сергеевич. Давайте, может быть, еще один зал дадим, просто, давайте, я вижу мир. Давайте мир, все-таки это огромное пространство СНГ. Спасибо, Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, коллеги. Элина Дашкоева, МТРК «Мир». В 2024 году председательство в СНГ переходит к России. И в Бишкеке 13 октября вы сказали, что Россия настроена на активную работу по продолжению, по поддержанию продолжения авторитета Содружества. Но дело в том, что Молдова говорит о том, что, возможно, выйдет из Союза. А премьер-министр Армении Никол Пашинян в последнее время игнорирует все саммиты лидеров СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Вот насколько позиция Еревана критична для организации ОДКБ, и как вы в целом оцениваете интеграционное объединение на постсоветском пространстве? Спасибо. Мы строим все свои интеграционные планы, я имею в виду Россию, исключительно на основе добровольности всех участников этого процесса и взаимной выгоды. Вот между странами Евразес устойчиво растет товарооборот. Открытие рынков труда, капитала, рабочей силы, поддержание взаимной кооперации, эффективное использование доставшегося нам еще из советского времени плюса с точки зрения наличия единой инфраструктуры, транспортной и так далее, наличие языка межнационального общения. И вот президент Токаев выступил даже с инициативой создать международную структуру по поддержке русского языка, за что мы ему очень благодарны. Вот все это создает такие условия, которые повышают нашу конкурентоспособность на мировых рынках и способствуют решению задач не только в сфере экономики, но как конечный результат и в социальной сфере, в росте благосостояния граждан. Если, так сказать, Молдова не хочет быть участником этого процесса, ну, значит, таков выбор молдавского руководства, значит, такому и быть. Молдова одна из самых бедных стран Европы. Совсем недавно она была беднейшей страной Европы. Сейчас Украина заняла это почетное место. Но если беднейшая страна Европы получает от нас, скажем, те же энергоносители по достаточно низким ценам, хочет последовать примеру Германии, которая получает сейчас энергоносители из Соединенных Штатов на 30% дороже, чем раньше из Российской Федерации, ну, пожалуйста, у них есть лишние деньги, пусть делают так. Также и по другим направлениям, ну, скажем, рынок сельхозпродукции. Рынок сельхозпродукции используется достаточно активно сельхозпроизводителями в Молдове. Российский рынок. Не хотят, не надо. Куда они пойдут с этой продукцией, что... Вот видите, в Европе, вроде бы в странах, союзниках Украины, дороги перекрывают, не пускают сельхозпродукцию Украины на свою территорию, даже если предполагается, что эта продукция идет транзитом. Закрыли и все. Там есть собственные интересы, и есть кому бороться за эти интересы. Куда молдаване пойдут с этой продукцией? Ну, вот в какой-то момент сказали, что они отказываются там от нашего газа. На самом деле ничего не отказывается.
Как хотят, так пускай и делают. Для нас большой ценности присутствие этой страны в СНГ не имеет. Но мы готовы, мы не отказываемся, ни от кого не отпихиваемся. Хотят работать, мы рады, пожалуйста. Не хотят, это их выбор. Что касается Армении, там же непростые процессы происходят, связанные с Карабахом. Но это мы же все понимаем. Но не мы же отказались от Карабаха. Это Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана. Сделали это инициативно, на самом деле. И нас особенно не информировали о том, что готовится к принятию такого решения. Это просто констатация факта. Потому что там есть в этом и плюсы, и минусы. Значит, так произошло. И процессы сложные внутриполитические. Не думаю, что в интересах Армении как-то прекратить свое членство в СНГ, в Евразес, в ОДКБ. В конечном итоге это все равно выбор государства. Но что касается отсутствия премьер-министра Армении на мероприятиях общих, мы знаем, что это связано, во всяком случае, так как мы знаем, связано просто с некоторыми процессами в Армении и не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях. Мы посмотрим, как будет ситуация развиваться. Вопросов очень много, ускоряемся. Малый и средний бизнес. Люди, которые тоже очень помогли пережить в России удар санкций. Смотрим видео. Вопрос от Василия Бабинцева из Ижевска. Хорошо. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Меня зовут Василий, я из Удмуртии и представляю бренд Банглибу. Мы производим одежду для взрослых и детей. Например, такие красивые и стильные комбинезоны, которые очень нравятся мамам и детям. Недавно мы стали победителями конкурса «Знай наших» от агентства стратегических инициатив и получили призы, так нужные нам для продвижения на маркетплейсах, что позволило нам увеличить обороты. Так сказать, нам повезло, что мы получили нужные призы. У меня есть другой пример от коллег по цеху. Это компания «Сплав». Они производят туристическую одежду. И с началом спецоперации они смогли увеличить продажи за счет появления новой категории потребителей. Это военные и мобилизованные. Опять же, можно сказать, что удачное стечение обстоятельств. У меня вопрос. Можем ли мы в современных реалиях сформировать такую системную поддержку отечественных брендов и предпринимателей, чтобы их развитие не носило характер только удачного случая? Смотрите, вы же сейчас сказали, что у вас все получилось, и не только у вас. Вот то мероприятие, которое было проведено агентством стратегических инициатив, кстати, вместе с ВЭБом, Внешэкономбанк это все-таки государственная структура, но даже и IC, она, хоть агентство и является независимым, оно все-таки функционирует, действует при поддержке государства. И то, что они проводили этот конкурс национальных брендов, это все-таки согласовано и поддерживается государством. У нас на нашем рынке внутри страны присутствие наших брендов выросло на 30 с лишним процентов, 31%, по-моему. Но вы правы. Вы правы в том, что этот процесс нельзя, останавливать, и, он должен иметь системный характер. В этой связи, без всякого сомнения, нужно привлечь к этой работе не только федеральные структуры, но и правительство, но и региональные структуры. Я сейчас обращаюсь к руководителям регионов, к своим коллегам. Нужно взять это под контроль и всячески способствовать продвижению региональных брендов. Вы знаете, это существенным образом разнообразит наш рынок, сделает его интересным, насыщенным и более привлекательным для потребителя. А у нас в регионах есть чем гордиться. И вот здесь кто-то из коллег говорил, по-моему, из Мордовии, говорили и приглашали на выставку мордовскую на ВДНХ. Посмотрите на то, что производится в регионах.
Надо это продвигать. Нужно, чтобы в каждом регионе была своя программа работы по поддержке малых и средних предприятий, по поддержке и продвижению наших брендов. Все мы сейчас очень внимательно следим за развитием искусственного интеллекта, и надо признать, что многие люди очень этого опасаются. Вот Арина Дмитриевна из Волгоградской области спрашивает. Видео-вопрос. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Арина, мне 8 лет. На уроке нам рассказали, что в будущем человека может заменить робот. И вдруг он может заменить меня, маму, папу, бабушек и дедушек. Как вы думаете, стоит ли бояться роботов? Владимир Владимирович, пока вы не успели ответить, еще у нас есть одно видео по этой теме, очень впечатляющее. Предлагаю посмотреть. Владимир Владимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? И еще, как вы относитесь к тем опасностям, которые несет в нашу жизнь искусственный интеллект и нейросети? Спасибо. Гражданин из Санкт-Петербурга не представился. Да. Вот я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек. И этим человеком буду я. Вот так один из наших деятелей шутил когда-то. Вот. Но что касается искусственного интеллекта, да, вот это мой первый двойник, кстати сказать. И вот отвечая на вопрос Арины Дмитриевны, да? Да. Арина Дмитриевна. Арина, могу тебе сказать одно точно совершенно. Вот это абсолютно, то можешь запомнить. Бабушку никто не заменит. Вот это заменить невозможно. Но искусственный интеллект, надо ли его бояться? Предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе там, сверхинтеллекта, который начинает чувствовать, который различает запахи, у него появляются когнитивные возможности, который сам себя развивает. Просто предотвратить это невозможно. Предотвратить развитие невозможно. А значит, нужно возглавить. Во всяком случае, нужно сделать все для того, чтобы мы могли быть одними из лидеров в этом направлении. Но чем это закончится, никто не знает. Таковы реалии, во всяком случае, сегодня. Да, можно сейчас говорить о возможных ограничениях, о самоограничениях. Ну, можно и нужно говорить о том, что нужно как-то договариваться между лидерами, да, чтобы не создать условий, которые могут привести к каким-то опасностям для человечества. Вот в свое время, когда ядерная энергия превратилась в ядерную бомбу, и поняли, что угроза для тех, кто владеет этим оружием, нарастает, тогда начали договариваться. Эта угроза и ущерб становится неприемлемым. Начали договариваться. Вот так же будет, наверное, и с искусственным интеллектом. Когда лидеры этого направления развития осознают, что возникают какие-то угрозы, тогда, наверное, начнут договариваться. Но до этого реальных никаких договоренностей достичь вряд ли удастся. Но думать над этим, конечно, нужно уже сегодня. Давайте в зал опять вернемся. В зал вернемся к журналистам. Пожалуйста. Владимир Ильич, мы не давали, я предлагаю вот сюда два вопроса. Пожалуйста, вот РИА Новости дать и дать дальше Республика Сербская. Наши друзья. Вот сначала РИА Новости давайте, а потом Республика Сербская. Добрый день, Лена Глушакова, РИА Новости. Вообще на большой повестке очень много говорится и про СВО, и про новые регионы. Вот сегодняшняя пресс-конференция, в принципе, отражает эту повестку.
Но, тем не менее, есть регионы, которые испытывают не меньшие проблемы, не меньшие сложности, но про них, наверное, меньше как-то говорят и меньше упоминают. Я хочу сказать про Белгородскую область, про Курскую область, которые подвергаются обстрелами, которые живут в очень непростых условиях. Мы вот разговаривали с коллегой из газеты «Валуйская звезда». Она говорит, что обстрелы – это ежедневная их жизнь, их обычная жизнь. На ваш взгляд, достаточно ли делается для того, чтобы как-то поддержать жителей, чтобы защитить их права, чтобы восстановить их дома? И второй вопрос – это про бизнес, который там продолжает работать. В Шебекино огромная фабрика, в других регионах и районах Белгородской области, которые подвергаются обстрелам. Как вы считаете, достаточно ли правительство помогает им и нужно ли вообще продолжать там работать, развивать там предпринимательство с учетом того, что пока СВО продолжается? Спасибо. Владимир Владимирович, у нас есть как раз из Шебекино видео вопрос от предпринимателей. Пожалуйста. Косицына, директор завода в городе Шебекино. В июне месяце многие предприятия в Шебекино подверглись террористической атаке со стороны вооруженных сил Украины и были значительно разрушены. В связи с чем хотим попросить и привлечь ваше личное внимание к этой проблеме и помочь с восстановлением в виде федеральных грантов, которые позволят сохранить более 3000 рабочих мест, а также восстановить уникальные производства продуктов, которые сейчас находятся в санкционном списке, но мы их производим на территории Российской Федерации, в частности в городе Шебекино. А также ввести особую экономическую зону в городе Шебекино хотя бы на 3-5 лет для того, чтобы помочь восстановиться производству после террористической атаки со стороны Украины. Да, ну, я отвечу коротко. Думаю, что условия особой экономической зоны в Шебекино, создание там такой зоны надо поддержать. И попрошу правительство внести предложение в самое ближайшее время. Нужно сохранить там рабочие места и обеспечить в ближайшем будущем восстановление экономики, в том числе вот в этой зоне, о которой вы сказали. Вот, пожалуй, это ответы на ваш вопрос. Сейчас, вы знаете, мы Сербской Республике обещали. Да, вот смотрите, сейчас, одну секунду. Пока задавали вопрос, я прочитал один из тех, которые здесь вот слева на большом экране. Он важный. Семья с детьми, 2 детей, ипотека. Ну вот она заканчивает, это правда. Ипотека у нас скоро заканчивается, по-моему, она семейная, до июля следующего года только действует. И правительство сейчас думает на тему о том, чтобы ее продлить. Тоже, конечно, правительство должно исходить из реальных возможностей федерального бюджета, но я думаю, что лучше думать в направлении продления этой семейной ипотеки. Там и первичный взнос минимальный 20%, и 6% годовых. А вот если 3 детей, я уже говорил об этом, и субсидии еще положены 450 тысяч. Поэтому вот над этим обязательно нужно подумать, и я обязательно поручу правительству подготовить и внести предложение по этим вопросам. Давайте Сербская Республика, а потом еще регион какой-нибудь. Давайте. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Даринка Петрович. Я журналист из Республики Сербская, альтернативное телевидение. Мы и вы сейчас говорили, насколько серьезная ситуация в целом мире, возникают конфликты от Украины до Ближнего Востока. Все это, конечно же, влияет и на Балканы, и усложняет и так очень сложную и серьезную ситуацию, особенно в Боснии и Герцеговине и в Республике Сербской. Вы очень хорошо знаете, какая сейчас политическая ситуация в Боснии. Она является де-факто западным протекторатом. У нас работает нелегитимный аппарат высокого представителя. Сербов обвиняют за то, что они поддерживают Россию, то есть за то, что у нас хорошие братские дружественные отношения. И как русских просто
и граждан, и наших граждан, и руководство Республики Сербской обвиняют за, как они это называют, за расширение так называемого злокачественного русского влияния. Пока в Республике Сербской вообще нет ни одного российского СМИ и негосударственных организаций. С другой стороны, идет наводнение западных СМИ и разных организаций. Я хочу вас спросить, как вы видите будущее Республики Сербской и целого региона, и как это все прокомментируете, если имеется в виду, что самые большие войны всегда начинались на Балканах? У меня, конечно же, еще много вопросов, но я не буду терять время коллегам. И это оставим на потом, когда у нас одного прекрасного дня будет с вами интервью. Спасибо. Спасибо. Ну, я постараюсь тоже коротко ответить. Нам действительно известна ситуация в Республике Сербской, в Боснии и Герцеговине. И оценки этой ситуации наши с вашим политическим руководством полностью совпадают. Это первое. Второе, что касается российских СМИ, да, действительно жалко, что их там нет. Я не знаю, РТ там принимается, нет у вас? Не принимается, да? Ну, надо подумать над этим. Я попрошу коллег Олега Борисовича тоже из ВГТРК посмотреть, что можно сделать в этом направлении. Ну и что касается будущего. Свое будущее должны определять люди, которые проживают на этой территории. И какие бы решения из прошлого, из сегодняшнего не навязывались тем, кто проживает на той или другой территории, в конечном итоге все-таки, если мы хотим жить в сбалансированном мире, учитывающем интересы всех людей, прежде всего проживающих на той или иной территории, должны учитываться настроения и планы, чаяния этих людей. Вот мы свою политику в отношении этого региона и в отношении Боснии и Герцеговины и Республики Сербской будем строить именно на этих принципах. Тихо, пожалуйста, ну пожалуйста, потише. Давайте, да, сейчас вот, давайте сейчас скажем, ну давайте, ЛНР, ДНР, да, пожалуйста, прошу вас. Ну, пожалуйста, да, мне все равно. Владимир Владимирович, здравствуйте. Большое спасибо, что дали слово. Вы знаете, скажу честно, пожалуйста. Да, меня зовут Евгений Мрулев, Луганск, 24. Большое спасибо, что дали слово. Вы знаете, мы, скажу честно, приехали без вопросов, потому что у нас вопроса нет. На сегодняшний день я считаю, что Луганской Народной Республике жаловаться точно не на что и не на кого. Мы просто приехали сказать вам огромное спасибо, лично вам, за то, что сегодня Донбасс в составе Российской Федерации. Огромное спасибо правительству за ту работу, которую она сегодня делает. Интеграционные процессы проходят максимально безболезненно. И отдельное спасибо всем регионам-шефам. Они проделали огромную работу, и сегодня днем и ночью они трудятся. Наши дети наконец-то начали выходить на детские площадки, новые, современные, детские сады, школы. Спасибо вам, низкий поклон. Мое рукопожатие вам от всего Донбасса. Большое спасибо. Вопрос, собственно, маленький, один. Когда в гости? Спасибо большое. С удовольствием приеду. Ну, я вот был, ну, правда, был так незаметно, но, тем не менее, по Луганску проехал, посмотрел. Еще раз хочу повторить то, о чем уже сказал, говорил. Вы знаете, все выглядит довольно скромно, но не так, как в Москве, да? Москва один из лучших мегаполисов мира, это безусловно. Сегодня стал таким. У вас все скромно, но все так убрано, чисто, аккуратно. Это говорит об уровне общей культуры людей, которые там живут и работают. Ну, о характере тех, кто на Донбассе, в том числе в Луганской Народной Республике проживает, уже говорить не надо. Столько лет боролись и не сдавались, и побеждают. И уверен, победа будет за нами общая. Так что я
в ваш адрес и в адрес тех, кто проживает на Донбассе, хочу направить слова благодарности и пожелать всяческих успехов. У нас продолжает поступать массовое количество вопросов. Давайте посмотрим, пожалуйста. Да. Ну, вот, стоит же человек. Да. Здравствуйте, меня зовут Микаэль Миносян, я волонтер из Донецкой Народной Республики. Мы уже на протяжении 9 лет в Донбассе всегда помогаем своему региону с самого начала боевых действий. У меня погибли мои друзья-волонтеры во время выполнения гуманитарной миссии. Я также получил ранения и видел их смерть своими глазами. Владимир Владимирович, мы каждый день являемся вот на грани жизни и смерти, выполняя гуманитарную миссию. К нам приезжают ребята, волонтеры из других регионов, и когда они приезжают, они получают определенную страховку, и в плане, если они погибают или получают ранения, их родственники получают в том числе материальную компенсацию. Таких страховок для жителей ЛНР, ДНР сейчас не существует. То есть мы, находясь у себя дома, рискуем точно так же, как ребята из других регионов, и поэтому огромная просьба, если это возможно, уравнять всех волонтеров нашей большой России в своих правах. Полностью согласен. Я уже примерно на такую тему высказывался. Все должны быть поставлены в равные права. Какая разница нам, где этот человек живет? Это вне зависимости даже от того, был ли на момент получения травмы человек гражданином России или нет. Ну, а в вашем случае тем более. Особенно это касается волонтеров, которые по зову сердца помогают нашим ребятам и гражданским лицам на этих территориях, рискуют собой, своим здоровьем и жизнью. Конечно, это должно быть сделано. Обязательно будем к этому стремиться, и обязательно я добьюсь того, чтобы все это было соответствующим образом отрегулировано. Огромное количество поступает. Вам спасибо большое. Огромное количество поступает нам звонков, видеозвонков. Секунду, извините, пожалуйста. Все-таки очень важные вопросы из сел в том числе поступают. Давайте посмотрим. Подождите секундочку, можно секундочку, да? Да, конечно. Вот здесь прочитал на экране большом, когда будут ликвидированы микрофинансовые организации. А надо их ликвидировать. Вот, да, там, наверное, проблем много, но они в своей нише работают и многим людям помогают. Другое дело, что если они злоупотребляют доверием людей, там, и еще что-то делают такое, что не должны были бы делать, приводить их в чувство нужно. Вот это правда. Ну, я еще раз обращу на это внимание. Уже много раз говорил с соответствующими нашими финансовыми властями на то, как работают эти микрофинансовые организации. Посмотрим еще раз. Итак, вопрос от сельчан. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращается руководитель предприятия АПК «Сокол» Дмитрий Иванович Панин, Донской казак, Волгоградская область, хутор Серебрянский. В течение нескольких лет мы возрождаем ферму крупного рогатого скота. Мясо-молочное направление. В принципе, у нас все идет нормально. Предполагаю, что вот такие фермы на 100-200 голов являются самыми оптимальными для развития мясо-молочной промышленности для будущего. В связи с этим такой вопрос. Планируются ли какие-нибудь новые программы Министерства сельского хозяйства по поддержке подобных предприятий? И второй вопрос. Возим молоко по бездорожью, страшно тяжело, тракторами. Хотел бы спросить, возможно, я доживу до того счастья, что нам все-таки построят много лет обещанную дорогу. И последнее. Хотел бы передать привет нашим землякам, нашим воинам, станичникам. Ждем их с победой. Все наше воинство. Слава России! И можно вот еще вопрос? Сейчас. Откуда это? Это вопрос у нас из Волгоградской области. Угу. И еще вот вопрос, интересуются тоже сельчане, можно ли сказать, что продовольственная безопасность по основным видам продукции в стране обеспечена? Да, ну сначала вопрос, который Евгений Александрович задает. Ну, во-первых, у Минсельхоза много программ по поддержке сельского хозяйства, и большие деньги государство выделяет. Но, конечно, без активного такого с полной отдачей труда селян ничего бы не было. А результаты в целом хорошие. Что касается небольших фермерских хозяйств, из всего объема помощи, которая выделяется государством на поддержку сельхозотрасли, 40% идет на поддержку фермерства.
Правда, и фермеры все и больше, что сейчас не соврать бы, но, по-моему, 15% они обеспечивают в общем объеме сельхозпродукции на внутреннем рынке. Это много. Первое. И второе, их продукция разнообразит наш внутренний рынок, рынок сельхозпродукции. И это очень хорошо. Хочу обратиться ко всем тем, кто работает на селе, и в крупных предприятиях, в подсобных хозяйствах, фермерам. Хочу вас поблагодарить за результаты работы этого года. У нас опять один из рекордных урожаев. 150 с лишним миллионов тонн зерна. Правда, это общее количество. В таком очищенном виде это будет где-то 146. Это вместе 146 с лишним миллионов тонн. Это вместе с так называемыми, скажем, новыми территориями, на которых произведено где-то 5-6 миллионов тонн будет. Результат очень хороший. Я здесь вспоминал руководство Минсельхоза в связи с отсутствием необходимого количества и яйца куриного, и мяса птицы. И есть за что покритиковать. Но в целом результаты работы сельскохозяйственной отрасли, которая, разумеется, опять с большим плюсом сработала в этом году, ну и, соответственно, усилия Министерства сельского хозяйства, они заслуживают одобрения и хорошей оценки. Поэтому конкретно этим животноводческим небольшим предприятиям помощь оказывается. Там целый ряд программ. Если чего-то не хватает, мы можем еще поговорить на эту тему. Я попрошу даже руководство Министерства сельского хозяйства связаться с этим конкретным предприятием и поговорить. Там же есть различные варианты поддержки подобных хозяйств. Нужно ли что-то еще дополнительно придумать? Нужно просто воспользоваться тем, что имеется. Но, повторяю, и хочу, чтобы Евгений Александрович тоже знал, что мы будем эту работу продолжать. Руководство министерства тоже с вами свяжется и поговорит на эту тему. По поводу обеспечения продовольственной безопасности можно с уверенностью сказать, что продовольственная безопасность России обеспечена. У нас есть проблема, которая касается семян, семян прежде всего, причем самых разных культур. Здесь есть над чем работать, есть задачи в области селекции стоят. У нас программа есть, по-моему, она до 30-го года по семенам, или до 25-го, по-моему, до 30-го года. И она реализуется, осуществляется, эта программа. И она будут и выделяются необходимые финансовые ресурсы для этого. Вот это проблема, которую мы должны решить. Она решается, но мы ее решим окончательно. Владимир Владимирович, следующий год в нашей стране год семьи. Совершенно прекрасный повод еще раз вспомнить о наших родных, близких. Вы как-то сказали, что нет ничего лучше, чем семья, где растет много детей. Я в этом году сама стала мамой, моей дочке сегодня ровно полгода, прям аккурат сегодня. Поздравляем. Но вообще, вы знаете, тема детей, она очень тонкая, деликатная, и так случается, что когда женщина узнает о своей беременности, бывает, что по каким-то важным, веским причинам она принимает решение ее прервать. Тема абортов в нашей стране сейчас очень горячая, она волнует наших граждан. Буквально несколько обращений зачитаю из Москвы. Просим остановить вакханалию с абортами. Запрет в частных клиниках приведет к увеличению нагрузки на государственные больницы, которые и так ввиду реформы здравоохранения беспощадно сокращают. Запрет абортов – это прямой путь к подпольной деятельности врачей и увеличению смертности среди женщин. Это же глупо. Какова ваша позиция? А запреты разве есть? Пока нет. Но, возможно, уменьшение количества в частных клиниках? Но почему говорят о какой-то вакханалии запретах? Их же нет. Что касается всяких запретов, то я, знаете, сейчас вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной кампании. Мы помним, к чему это привело.
Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и к увеличению жертв от этих отравлений этими суррогатами. И здесь, в этой области, о которой вы сейчас упомянули, и о которой мы сейчас говорим, тоже нужно действовать очень аккуратно. Разумеется, мне известна позиция церкви, и другой позиции у церкви быть не может, потому что церковь, она борется за жизнь каждого человека, и у нее есть свое отношение к вопросам абортов, это понятно. В то же время, вот я сейчас упомянул про печальные результаты антиалкогольной кампании, и мы должны это иметь в виду. Но государство заинтересовано в том, чтобы эта демографическая проблема решалась бы, если бы женщины принимали, после того, как узнают о своей беременности, принимали бы решение в пользу сохранения жизни ребенка. Это очевидная вещь. Но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться. А вот как решать эту проблему, это прежде всего решение проблемы прежде всего лежит в двух, как мне кажется, как минимум в двух областях. Первое – это обращение к нашим традиционным ценностям, одной из которых является, безусловно, большая семья. Это воспитание в том смысле, что ребенок – это дар Божий, всех, и женщин, и мужчин. И это, конечно, лежит в сфере материального благосостояния. Вот мы говорили о первичном звене здравоохранения, но кроме этого нужно, безусловно, обратить внимание на женские консультации. Надо приводить там все в порядок, там есть над чем работать. Надо думать о том, как и какими темпами приводить в порядок родильное отделение региональных больниц и поликлиник. Вот над этой стороной дела надо думать. И третье. Нужно думать на тему о том, как и дальше работать по поддержке семей с детьми. Это и ипотека, и субсидии, и дальнейшее совершенствование всего инструментария, который наработан государством за последние годы с точки зрения поддержки семьи с детьми. Вот примерно такое отношение. Я предлагаю вернуться опять к регионам, к журналистам. Да. Давайте сюда. Давайте, вот я вижу средний ряд, поворот на восток. Дайте, вы представьтесь, из какого вы СМИ. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Павел Зайцев, общественное телевидение Приморья. Не такой молодой, как коллега из Магадана, но, надеюсь, не менее энергичный. Владимир Владимирович, поворот на восток – это такая глобальная стратегия, о которой рассуждали раньше, больше дискутировали. Сейчас она планомерно и поступательно реализуется, особенно в экономическом плане. И вы вот уже коснулись многих вопросов, многих сфер. Это и железнодорожный транспорт, и авиатранспорт, и автопром, и так далее, что очень волнует дальневосточников. Но вот один из главных показателей – это поставки российского природного газа в дружественные страны Азии. И вы тоже упомянули вот о газификации. Это тоже очень важный момент, в том числе для Дальнего Востока. Насколько перспективен этот рынок азиатский для нашей страны? Какие преференции, может быть, для Дальнего Востока он влечет? И вместе с тем хотелось бы спросить, резонный вопрос возникает у многих россиян, и неоднократно сталкиваемся с этим на интернет-площадках. Почему при огромнейшем давлении санкционном на Россию в нынешней геополитической ситуации один из важнейших наших ресурсов, природный газ, до сих пор поставляется на Запад? Вы упомянули Молдову, в том числе и через Украину, в Европу. Вот не проще ли было бы развернуться на дружественных партнеров в Азию и уделить внимание газификации регионов? Спасибо.
Да, ну, во-первых, мы газификацией занимаемся, я уже говорил об этом. Еще раз повторить, 450 тысяч домохозяйств подключены к газовым сетям. 1 миллион получили техническую возможность это сделать, и мы будем продолжать эту работу. Почему мы поставляем в Европу? «Газпром» – надежный партнер, у него есть контрактные обязательства, он всегда исполнял эти контрактные обязательства и сейчас исполняет. То, что Европа недополучает газ, это их проблемы. Как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод Ямал-Европа, это сделала Польша, не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины, это сделала Украина, и не мы взорвали Северный поток-1 и частично Северный поток-2, это сделали, скорее всего, американцы или с их подачи кто-то сделал. И не мы не открываем Северный поток-1, потому что частично, наполовину, хотя бы одна труба там работает. Это Германия не делает. Ну, не делает, не хочет, не надо. У них там взлет цен, закрываются целые отрасли промышленности, стекольная, химическая, там, не знаю, металлургическая страдает, соответственно, и все, что с этим связано, там реально проблемы. Значит, скорее всего, немецкая экономика в минус уйдет, в небольшой, но в минус. Но это их решение, не наше. А «Газпром» выполняет все свои обязательства, в том числе и по транзиту через территорию Украины. Но, поэтому нам нет... Да, но мы и деньги получаем. Конечно, Украина получает за транзит. Мы как бы мы на Украину как будто и не поставляем. На самом деле они потребляют наш газ, кстати говоря. Ведь знаете, как там устроена газовая сеть на Украине еще с советских времен? Вот есть вход, как бы магистральный газопровод, тот, который идет в Европу. На самом деле, как только газ наш вошел на территорию Украины, он сразу расходится по всей территории страны. Джим, и растекается. А то, что Украина накопила за летний период в ПХГ на западной границе своей, то поступает туда, как будто это идет напрямую из «Газпрома», как будто, и таким образом выполняются обязательства перед потребителями. Прежде всего сегодня это Южная Европа. Ну, надо сказать, что зачем нам Венгрию наказывать или Словакию? У нас нет такой цели. Да и деньги они исправно платят. Причем деньги приличные. Что касается, поэтому мы никогда ничего не делали по политическим мотивам и делать, в общем, не собираемся. Что касается поворота на восток, но он произошел я уже много раз говорил, не в связи с тем, что у нас обострилась ситуация на украинском направлении. Нет, мы же давно начали это делать. Газопровод «Сила Сибири» же построил не в связи с Украиной. Он раньше начал строить. Почему? А потому что мы видим тенденции развития мировой экономики. Создаются новые центры экономического роста. Там потребитель основной возникает. Мы туда и направляем, где покупают и нефть, и газ, и уголь. И дай бог здоровья всем этим экономикам, которые потребляют наш энергоноситель, и нам за это деньги платят. Мы думаем над дальнейшим расширением и поставок в Китай, думаем над другими странами, как возможными потребителями. Кстати говоря, Япония не отказывается, берет. Ну, пожалуйста, берет, и ради бога, пускай дальше это делает. Мы не против. У нас в Арктике компания «Новатек» развивает отношения, кстати говоря, и с некоторыми европейскими партнерами до сих пор, и с азиатскими. Китай там присутствует тоже, активно работает и намерен работать дальше. Мы это приветствуем. Так что в этом отношении у нас ситуация стабильная и имеет под собой и основана не на конъюнктуре политической сегодняшнего дня, а на таком основательном интересе России с ориентацией на растущие экономические центры мировые.
точно не можем не сказать о еще одной теме, которая очень сильно волнует людей. Трудовая миграция. Да, вот сейчас в крупных мегаполисах прошли сильнейшие снегопады, и многие благодарны мигрантам, помогли расчистить. Не факт, что сами бы пошли работать. Вот. Но, скажем, очень мягко, есть и озабоченность количеством мигрантов, последствиями такой миграции. Некоторые регионы даже вводят ограничения на работу мигрантов. Что вы вообще думаете об этой проблеме? Это непростая проблема. Она, в общем, характерна для очень многих стран мира, для нас тоже. У нас по разным подсчетам свыше 10 миллионов мигрантов трудовых. Но здесь и рынок труда у нас, я уже говорил в начале, 2,9% безработицы. То есть ее нет почти, а потребности в рынке труда есть. Но это не значит, что мы здесь любой ценой должны и в ущерб коренному населению в России должны решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда. Здесь привлекать нужно. Но, конечно, мы прежде всего заинтересованы в квалифицированной рабочей силе. Без рабочей силы более низкой квалификации тоже вроде как не обойтись. Но нужно, во-первых, вместе с нашими партнерами из стран, откуда эти мигранты к нам приезжают, начинать работу заранее. И надо сказать, что наши друзья из этих стран, они только за. Открываются русские школы с русским языком, открываются филиалы наших вузов, университетов. Мы это приветствуем и всячески будем это делать. Они нуждаются и просят нас о том, чтобы мы прислали своих учителей, расширяли эти программы, учебники к ним прислали. Это надо заранее готовить. Первое. Второе. Нужно чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали наши законы и традиции народов Российской Федерации. А соответствующие органы власти следили бы за этим соблюдением и своевременно бы реагировали на нарушения. Третье. Нужно создавать нормальные человеческие условия для этих мигрантов. Вот здесь я видел на этих досках, на экранах вопрос, сколько мы будем тратить деньги, сколько денег будем тратить на решение социальных вопросов членов семей мигрантов. Да, конечно, я понимаю чувствительность этого вопроса. Но разве будет лучше, если мы вообще бросим этих людей, этих детей, там, жен мигрантов? Чего? Во что это превратится? Нам лучше влиять на них. Да, и здесь не все так просто, не черное и не белое. В некоторых школах у нас там детей мигрантов больше становится, чем местных граждан. Заранее надо решать эти вопросы, надо их готовить, надо с ними работать, а не делать вид, что проблемы возникают только прямо сейчас. И, наверное, нужен специальный орган, не только МВД, который занимается техническими правовыми вопросами. Нужен специальный орган, который бы смотрел на эту проблему в комплексе и своевременно бы находил решение по каждому аспекту этой проблемы. Это большая работа, но без всяких сомнений. Мы должны руководствоваться прежде всего, и я хочу обратить на это внимание, все представители всех направлений и уровней власти. Прежде всего надо руководствоваться интересами местного населения, граждан Российской Федерации. Кстати, мы вот с Екатериной обратили внимание, очень было много посланий, очень много было просьб к вам от граждан разных европейских стран, граждан США, выдать им российское гражданство. Италия, Швеция, самые разные страны, Германия. Причем, знаете, истории, которые описывают люди, которые к нам обратились на прямую линию, совершенно дикие. Вот, например, в Швеции семью просто выселили из собственного дома, когда началась СВО. Люди хотят вернуться в Россию и жить там постоянно. У нас есть определенные правила, есть правовое регулирование, которое решает вопросы получения российского гражданства. Мы будем это только приветствовать всех законопослушных граждан других стран, которые хотят переехать в Россию, жить здесь, работать, связать с нашей страной свою судьбу, судьбу своих детей. Я знаю, это, может быть, нет такого
массового потока, как количество иммигрантов, которые направляются в страны Западной Европы из, скажем, Африки, Ближнего Востока, либо в США, из Латинской Америки. Там из-за этого меняется и скоро поменяется этнический состав, соотношение этнических групп в тех же Штатах неизбежно будет меняться, и увеличение латиноамериканского населения неизбежно. Но мы должны за этим внимательно следить, но та категория, о которой вы говорите, люди, которые сознательно, даже не в силу экономических причин, к нам стараются переехать, мы будем только приветствовать, в соответствии с нашим законом будем действовать. Владимир Владимирович, 4-часовой рубеж мы преодолели. Может быть, блиц? Блиц? Давайте. Кем вы мечтали быть в детстве? Я говорил об этом. Каждый человек в разные периоды своей жизни по-разному относится к ценностям, которые его окружают. Я хотел быть и летчиком, но основная уже, когда в старших классах, я хотел быть разведчиком. И я, как вы знаете, стал. Такой совсем новогодний вопрос. Что вы больше любите, селедку под шубой или оливье? Смотря что закусывать. А самый запоминающийся подарок от Деда Мороза? Вы знаете, самый запоминающийся подарок, я думаю, что очень многие и в зале в этом, и те, кто нас слушает, и видят, согласятся. Самый большой подарок – это дети. И дети наших детей. Это подарок от Всевышнего. А какой совет вы бы дали молодежи? Да, кстати говоря, насчет подарков сейчас. Но больше всего, наверное, нас радуют даже не те подарки, которые дарят нам, а те подарки, которые дарим мы. Потому что мы смотрим на себя в зеркало и говорим: ай, какой я молодец. Понимаете, это, я уверен, особенно для мужской части аудитории, страны, это точно совершенно. Больше удовольствия приносит сам процесс дарения кому-то, чем получения от кого-то. Хотя и то, и другое приятно. Значит, по поводу... Какой бы совет вы дали молодежи? Это у нас же есть народные мудрости, их очень много. Одна из них – это «береги честь с молоду». Это, вы знаете, это в самом широком смысле этого слова. Надо заранее думать, сегодня надо думать о том, что будет завтра. Но вот еще, что я к этому присовокупил бы. Надо ставить перед собой всегда амбициозные цели и задачи. Ставить перед собой такие задачи, которые, может быть, и такие цели, которые кажутся, может быть, недостижимыми. Но если человек ставит перед собой такие цели, он всегда будет бороться, к ним идти и точно будет добиваться успеха. Владимир Ильич, а что читаете? Вот сейчас еще перечитаю Уголовный кодекс, потому что некоторые считают, что наказания у нас слишком суровые за определенные, незначительные, как ваши коллеги думают, правонарушения. Но по-разному. У меня мало времени на чтение. Вот у меня на тумбочке, так скажем, в спальне лежит томик Лермонтова. Я люблю. Он такой очень, он гениальный молодой человек был. Да? Мне очень интересно, как такие вот гениальные люди того времени, как они мыслили, какие были ценности, как это соотносится с сегодняшним днем. И вообще он гениальный человек. Я с удовольствием читаю. Дмитрий Сергеевич. Уже действительно больше 4 часов. Все-таки, может быть, через общение с журналистами уже подведем итог, Владимир Владимирович. Как бы кто-то из... Владимир Владимирович, я видел здесь... Да, давайте, Бурятия. Бурятия? Да, сейчас. Буряты не отступают, я помню. Буряты не бегут, как Буряты вы сказали. не бегут, это не я сказал. Да, наш герой.
Владимир Владимирович, здравствуйте. Екатерина Елистратова, город Улан-Удэ, Республика Бурятия, Телеком. Как вы знаете, в Бурятии есть уникальный центр восточной медицины. Это единственный центр в нашей стране, где лечат традиционными и даже нетрадиционными методами диагностики на восточных методах. Сейчас там изготавливают лекарственные препараты, а также огромную оказывают помощь участникам СВО в реабилитации. И очень хочется, чтобы произошло расширение мощностей, потому что спрос большой. Хочется, чтобы бойцы получали лечение в достаточном количестве, как можно больше бойцов проходило там реабилитацию, потому что там реально людей ставят на ноги, есть этому примеры. Вот. Поэтому просим поддержать создание нового корпуса Центра восточной медицины, ну и придать центру статуса научно-исследовательского института. Просим поддержать. Мне нужно только побольше конкретики. Какой конкретно, где это? Центр. Медицины. Хорошо, я пометил. Он один у нас. Ладно, Да, хорошо, мы возьмем все Постараемся. координаты. Возьмите, Возьмем все пожалуйста. координаты. Договорились. Владимир Да, давайте, прошу прощения, давайте вот мы в этот сектор, давайте вот Югра. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. По итогам августовского совещания с членами правительства вы поручили рассмотреть создание железнодорожной магистрали, которая свяжет Югру с Сибирью, Якутией и Китаем. По вашим оценкам, насколько это реалистичный проект и когда югорчанам ждать его реализации? Он нужен, этот проект. И правительство РАО РЖД рассматривает возможные варианты. Всегда это связано с инвестпрограммой РАО РЖД. Сейчас, конечно, наиболее значимым является развитие восточного полигона. Все усилия туда сосредотачиваются. Но это направление, оно тоже так или иначе имеет отношение к этой к решению магистральных задач. Ну, я не буду врать, я просто у Белозерова поинтересуюсь, и Белоусова Андрея Ромовича, который по линии правительства курирует все эти направления. Вернемся к этому и посмотрим еще раз. Хорошо? Сибирь. Давайте, Сибирь. Добрый день. Здравствуйте. Елена Беляева, ГТРК «Иртыш», Вести Омск. Вот сегодня уже говорили про поворот на восток. Да, там, понятно, сейчас у нас определенный экономический интерес. И вот Омская область как раз находится на пересечении крупных транспортных путей. Как вы знаете, у нас и Транссибирская магистраль, и Иртыш судоходный, и трасса федеральная, которая связывает восток и запад страны. Да? И грузопоток основной идет Европа, Казахстан, Средняя Азия, через Омскую область именно. Но есть такая проблема. Довольно протяженный отрезок очень востребованной трассы Тюмень-Новосибирск, ну, для нас в сторону Новосибирска, это двухполосная дорога. Очень аварийная. Я сама по ней езжу, вижу вот эти фуры по кюветам лежат. И, соответственно, планируется ли расширение этой трассы? Это первое. И второе, чтобы нам максимально эффективно решать вот те логистические задачи, которые страна сейчас ставит перед нами на благо страны, нам нужен и аэропорт большой, современный, международного класса. Можем ли мы рассчитывать на федеральную поддержку? Вот смотрите, у нас, вы знаете, сейчас вот, ну не сейчас, в начале нашей беседы мы говорили о трассе на Казань, а потом, кстати говоря, на Тюмени, Новосибирск, мы кольцо хотим там сделать. Вот на это средства есть, они выделены, мы будем реализовывать, они реализуются, эти планы. Значит, вот конкретно этот участок надо посмотреть. Я обязательно Марату Шахетяновичу Хуснуллину скажу об этом. Но это требует больших инвестиций. Надо посмотреть, нам же нужно реализовывать то, что уже у нас в планах, то, что вот там, на что заточены строители, уже выверены трассы и так далее. Но я хорошо скажу обязательно и Министерству транспорта, и курирующему вице-премьеру. Подумаем над этим сейчас. Аэропорт, ладно. Хорошо. Сейчас не нужно кричать. Друзья, и заключительный вопрос, потому что так мы уже ушли за 4 часа. Вот давайте Колесников, Андрей Колесников, который завершит
вот эту часть пресс-конференции. Добрый день, газета «Коммерсант». Владимир Владимирович, вы сами говорили, что мир никогда уже не будет прежним. Скажите, вот что бы вы, если бы у вас была такая возможность, сказали бы Владимиру Путину образца 2000 года? Какой бы вы дали совет? Чего бы предостерегли? Жалеете ли вы о чем-то? Значит, что бы сказал? Я бы сказал, верной дорогой идете, товарищи. Вот, значит, от чего бы предупредил? От избыточной, от наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров. И по поводу советов, напутствий, надо верить в великий русский, российский народ. В этой вере залог успеха, возрождения, в становлении и развитии России. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Пожалуйста, не сердитесь, если не на все вопросы ответил. Ну, действительно, надо же и честь знать. Спасибо, всего хорошего.